чтобы она немножко стала мягче. Нет, вообще на батарее на ночь мы оставили, и у нас цветочки. Это японская глина, которая занимается Вера. Вера Борисовна занимается японской глиной, немножко другой. Это другое? Клеить лучше не надо, это в принципе, ну, сами знаете, что не очень-то и долго ее разминать-то. Если кому-то на... Нет, вообще на ночь оставили готовое изделие, оно так не делает. Нет, температура идет от 110. Это сортности глины разные для рукоделия. Вера Борисовна использует сложную, дорогую японскую глину. А это пластики. И примерно по 7 миллиметров нарезаете. У нас совсем будет 10 ягод. У меня худые будут, да? Потом добавить можно будет, если что, еще отрежем кусочки небольшие, добавить. Не, я лучше снова не думаю. Нет, это просто не 7-8 миллиметров, а 10. 10, да, можно. Вот и все. Ничего страшного, господи, это времени не займет у вас. А интернет вот полон рецептами, приготовьте сами. Да, Нет, вот видите, я вам сказала, что фарфор это вообще уже какая-то песня, потому что глина и фарфор это разные вещи. Я вот сразу сказала, есть две запекаемые и не запекаемые. Вы сейчас говорили на батарее сушить, это запекайка. У меня не запекаемая глина, она от 110 градусов запекается. Вот эта глина према, она идет, получается, запекать при 135 градусах. Вот здесь Даицка взяла цирнит, он при 130. Есть еще, например, фирма Фима, она вообще при 110 запекается. В ваших условиях это сложно. Вот на батарею, когда мы положили на ночь, утром у нас в духовке запекали, мы сами лепили. А вот мне сколько надо? По сантиметру? По сантиметру, да, 10 штук должно быть. Вот можете на ягоды посмотреть, примерно художественные ягоды получится. Такие. Какая-то будет крупная, какая-то мелкая, ничего страшного. У нас в природе, да, они же не могут быть равномерные. Какая-то меньше, какая-то больше. Можно, это я вам показываю мастер-класс для детей. Все от и до. Да, конечно, на глаз, я тоже на глаз вижу. Можно брать листы с клетку. Вариант, да, с клеточкой. 10 надо. Да, 10. Будете катать шарики, я вам покажу примерно, что получится. Все, теперь, кто нарезал кусочки, начинаем катать шарики. Давайте накатаем шарики, сразу возьмем неспелую, тоже сделаем сразу колбасу. Нормально, получается, да? Маленькие же. Не, вот лучше не спелую помельче делать, а спелую покрупнее. Вот у вас хороший у вас крупный. Да, соединила. Какие достаточно? Да, смотри, нормально, да? Да, у вас это очень круглый. Это будет уже как японская. Как японская, и все такая же может. Нет, она будет тяжело смотреться. А мне кажется, крупнее лучше. Нет, она смотрится. Вы заметили, я крупная, У вас очень можно было ставить первые две кнопки. Я именно сделала акцент на нашей северной чернике. Вы можете сделать японскую чернику. Она же крупнее японская. Она будет смотреться с ним, к сожалению. Он будет тяжелый. Нет, если вначале две ягодки пустить, то нормально. Ты же не будешь? Тогда будет подбросить крупное начало и у нас это. Я когда начинала с белой глины. Изначально я раскатывала глаз, когда фиолетовую вырезала фигурку, запекала, потом расписывала ее. И с глины одной марки, да, Фима брала. Там есть Фима Soft, Фима Professional, да, правильно называется. Их много. Они по твердости разные. И вот когда с опытом пробуешь, ищешь. Вот именно, что вот мне не нравится глина, то что у нас такое рядом интересное. За счет фактуры можно сделать вообще необычное красивое изделие.
Ну, здесь, да, я с собой жила тоже. Вот на мне брошка с А вот эту саму, где вы покупаете застежку? застежка у нас Кредит очень много. да, вот здесь тоже, видите, с нашей Слушайте, у меня, скорее всего, подарок от вас. Мне делали подарок. У меня на бусах нитка, вот этот шнурочек с бисером, он оторвался, так зацепительно. Он вышел из застежки. Давайте сделаем. Я сделаю его. Какая брошка? Даже раз с этими с бисером. Да, с, и с колечками. колечками, да. Чем? С кружочками, с полимерными. Из таких звеньев разной толщины на большой шнур они одеваются. И она вот выскочила, и это. А вот одевается плотно просто держится, чтобы они не скользили. Нет, они скользят. Они скользят, не получается можно снять, если что вытащить. Я делаю для того, чтобы, предположим, если 2 комплекта, то можно сделать комбинирование. Конечно, если что, телефон я оно идеально подходит к этой Я могу сказать так, девочки, вот та площадка, которая сейчас появилась у нас на конференции, у вас есть там у всех профили, да, там может, кто-то уже выставил фотографию. Дело в том, что материал туда можно дополнять, то есть эта площадка, она в течение экзамена, да, можно туда, потом, скорее всего, у нас эта площадка может стать как сообщество электронное. Я могу дать еще лист, взаимодействие находить поделиться партнеров. будете инструментами, можно будет вот еще. Идея площадки просто потрясающая, потому что я тоже хочу. Если вот Сказали, если делать инструментами это. Будете, да? Я вот только могу дать присоединение. Давайте. А надо только 10, да? Квартира, да, надо. Всего 10 нам достаточно, да? Да, 10 спелых и 3 не спелых. Да, вот это можно взять. Все, 10 я сделала. Так, теперь также не спелые делаем сразу. А не спелые сколько? Не спелые 3. Когда вот вы вскрыли пакетики, да, с полимерной глиной, чтобы хранить ее, вот, можно будет пищевую пленку, я взяла, остатки остаются, пищевую пленку убрать. Сама она долго сохнет полимерной глиной, в ней находятся масла, предположим, вы купили брикет, он очень-очень мягкий, прям тает в руках. Кладете, открываете пачку, раскатываете в пласт, кладете на лист бумаги, накладываете вторым листом. Потом заметите, образуется такое жирное пятно. Тогда масло уходит, и она становится более потверже, да, не будет такой мягкой. Если глина, предположим, долго лежала вне пленки, да, вне упаковки, масло вышло, она становится хрупкая. Есть такая вот тоже полимерная глина, она в бутылочках, как гелем идет. Добавляете, перемешиваете, она опять работает. Хранится очень долго. Срок годности не ограничен. Да, у меня дома Не листья, я все, я как плюшки. Ну, собирала, тоже купила, только не сесть и самой не так делать. На мастер-классе интереснее. Очень. Все мечтаю мастерскую, но, к сожалению, это места много, 136 квадратных метров, очень живая. Но мастерской мне до сих пор и пустое, вот чердачное помещение, вот как если чуть утеплить, там целую мастерскую еще метров 35. У меня вот дочери комната 8 на 6. Ну, 7,5 на 6 метров. Комната такая. Красненько хотите? Надо. Сколько надо? Все, 3 ягодки хватит? И готово, да? Все, у меня все готово. 3 штучки, да? Надо где-то 30. Красненький, может, надо было поменьше. Можно урезать побольше, как бы порежу язычок. Смотри, не получается. Потому что потом Надо последний пальчиками. момент при этом. Надо пальчиками. Нет, у меня не получается, у меня получается это. Потому что вот так оно вот так вот делает, и в результате оно выходит на... Я уже говорю.
Есть. Можно это брать? Все уменьшить. Можете нарезать на глаз, можете линейку Я на взять. глаз, да. А если они разные ягодки получат, ничего страшного. Страшно, в природе они же тоже не они. Сейчас я еще. Красный лучше поменьше сделать. Я ее попробую, больше белую, я поменьше. Я к чему говорю, потому что когда я провожу мастер-классы, всегда говорю, в природе нет правильных вещей. Да, Конечно. То есть, Это неинтересно. обычно говорят, ну как они, даже же вроде ровненькие получится. А в природе нету правильных вещей, поэтому наша задача делать ближе к природе. Мы тоже неправильно. Мы не симметричны. Так, сейчас. Что делать? Я все люблю быстро-быстро. Нам целый час, а мы уже, грубо говоря, почти сделали. Ой, хорошо. Да, все Ну, это еще Мы не не будем будем. торопиться, мы будем наслаждаться и медитировать. Руками интересно делаете потом, да? Да. Интересно. А вот почему сюда не хотите? Мы кофе попьем. Сходим в воздух, автомат. На эту часть? Вот, Вот на эту часть ставим. Все, мы сделали. Главное, Давай, ваша задача делиться своим опытом. Чем хороши вот мастер-классы, мы сейчас с вами не просто участники, и у нас с нами руководит Ирина Николаевна, а мы же все с вами в какой-то степени педагоги, и у нас у каждого есть свой опыт. Так, дальше берем стержень от гелевой ручки. Я пробовала много всяких для учительского предмета. Самый идеальный – это гелевая ручка, задняя сторона. Берете свою ягодку и на ягодке делаете не сильно надавливаете, чтобы как углубление получилось. Вот я вам сейчас дам уже готовы, посмотрите, как они примерно выглядят. А так вот хорошо? Да? Вот они примерно, что посмотрели. А там у вас дырочка какая-то. Сейчас это еще дойдем до нее. А, на всех, всех, Да, да? пока делаем как вот здесь, на всех. Образец надо? А я не могу. Да, нормально. Потому что от нажатия она тоже будет деформироваться, чтобы она не стала плоской. Контролируйте нажим. Если что, пальчиками немножко подкрашивайте. Да. Да. Она же не совсем плоская. Какой-то мне блеск. Откуда это можно? Это, наверное, у меня, знаете, что это потом, наверное, у меня. Ну, будет немножко такая с позолотой. Она запечется, ее можно будет, когда после запекания просто этот. Детям это очень интересно. Детям очень интересно. Особенно, когда это в результате будет какой-то кулон. А вот по Готовы, цене вот да. эта глина, вот этот брикетик, или покупаете их прям 300, по-моему, да? Ну, я заказываю по интернет-магазину, я заказываю в больших количествах. Поэтому у нас в магазине где-то, вот я знаю, что про Фима, такие не продают, они дороже. Фима, фирма, где-то 210 рублей стоит брикет. Они идут по 57 грамм, такие брикетики. Если по интернет-магазину заказывать, то примерно они, 170 рублей максимум. Плюс доставка. Да. Поэтому я заказываю много, чтобы доставка была дешевле. А как вы с родителями детей договариваетесь, что Да, они как Да, конечно, делают, да? Да. Им очень удобно. Да. И занимаюсь деньгами не я. Как бы я родителей подключаю, да, они все делают. Да. Единственное, я заказываю, сама все это слежу за заказом, да, инструменты. Сейчас Да. же продают, можно сказать, чтобы купили и принесли. Ой, нет, это очень такое дело. Да, они один, предположим, время принесут, другие не принесут, либо купят не то, что нужно. Поэтому легче купить все это делать, заняться самой, да, а родители оплачивают. Да, очень неудобная ситуация, и на уроках что ребенок чего-то нет, и он страдает Вот здесь сделать, да, гелевой ручкой. Теперь берете задний кончик кисти, обязательно он должен быть такой небольшой, гладкий, да. Если возьмете большую кисточку, вот тонкие, тоже не подойдет. На красном тоже? Большие тоже не подойдут. Нужно именно, чтобы тоненькая кисточка была. Да, задненька.
Туда и И туда же. теперь центр, где у вас получилось вот это вот, да, вот с торчащими тут, да, вот крышкой Нажимаем. на нее, да, немножко нажимаем. А гелевый стержень не подойдет, вот обратная сторона гелевого? Она маленькая, очень маленькая стержень. Нужно именно, чтобы была гладкая поверхность, гладенькая. Да, маленькая. Ну, короче, она не получилась. Да, чтобы она была такая достаточно гладенькая. Именно кисточкой, да? Ну, почему именно кисточкой? Есть доски для такого дела еще продают. Доски можно купить в магазины кондитерские, где продают для кондитеров. Много что там можно купить. И для дизайна ногтей есть. Да, Нет, тоже. такие там вообще длительные, разного размера. Всякие штуки. Стойки такие есть с металлической кругляшочком. Вот я говорю, это доски называется. Пацанам подручно, это все-таки все упирается до финансов. Если вы хотите подручные средства какие-то, да, вот, например, задние кисточки подойдут. Эти тоже. Особенно если с детьми, там же много человек в классе, да, у нас группа 15 человек, это много. Поэтому вот подручные средства. А вот еще вопрос, а вот тут брусничка у нее наоборот вверх вытащена. А вот Это вытягивают пинцеты. Если Геннадий даже пинцеты продают для мозаики, как это называется, алмазная мозаика. Там такие пинцеты с тоненьким носиком. Очень удобно. Прямо так, как ты Да. Вот так. Если на морожку посмотреть, я катаю каждый шарик, и шарик складываю. А там вот в морожке есть желто-красный шарик. Это вы их покрасили? Тонирую. Вот сейчас мы тоже будем тонировать наши ягоды. Там тоже тонировка пастелью. Так, сделать, да? Теперь берете зубочки и делаете в середине такую дырочку, да, маленькую. Ее можно пополам нарисовать. Вот, да. А по центру, да, дырочка? Ну, что делаем дырочку? Так, да. Туда же, В середине. в эту же. Да, в эту же. Просто или насквозь. Нет, не насквозь. Вы только немножко нажимаем, чтобы было как вот, ну, такой, да, вот центр, чтобы сделать, обозначить. Я пишу трансляцию на YouTube, но все фотографии уже в группе. Да? Даже успели. А кто? Геннадий, у вас получается там Я делаю группу сразу. 12 мая, да? Конференции ВКонтакте. Сейчас выкладываю. Так что я просто говорю, если вдруг вы все комментарии напишите в конференции, можно вот так и комментировать мероприятия в группе ВКонтакте есть группа конференции. А группа так и называется, да? Группа называется как конференция наша. Там даже вот написано, Это там есть. Да. Группа, она как мероприятие. Как мероприятие. Как группа, как сообщество. Ее нет, нужно найти как мероприятие. А ссылка же есть. Ссылка есть. Ссылка На на главную страницу конференции можно выйти на эту. На первой странице ссылочка. Группа ВКонтакте. кто сделал? Теперь одеваем наши ягодки на зубочистку. Не прокалывал насквозь, тоже вот насадили, почувствовали, что она сидит, да, вот у вас? И все. Не прокалывал насквозь. Насаживаем с той же стороны. Нет, насаживаем с другой стороны, да, противоположной. Противоположной. Это в смысле много зубочисток, да? Ну да. Так, да? Вот. Да, чтобы она только держала. Каждую ягодку надо на зубочистку посадить. Посадили на зубочистку, да, в ряд положили. Мне очень нравится мороженое. Смотрите, выражение. Лицо тоже будет так сидеть. Инна Николаевна, как вы пришли вот к такой идее, а? Ну-ка, поделитесь. Ну вот изначально, да, я сказала, я закончила университет, где у меня была такая насыщенная жизнь, творческая, да. Я устроилась на работу и знала точно, я не хочу прощаться с творчеством. В интернете изначально я начала расшивать валенки. Потом в интернете как-то попала на изделие, не помню уже что точно, но это была полимерная глина.
Так я узнала, что она существует. Потом я купила самозатвердевающую глину у нас в магазине в художнике, потому что все-таки запекать негде, да, было. Раскатала пласт, по трафарету из бумаги вырезала, это помню, рыбка была, форму, да, рыбки. Она засохла, расписала акриловыми красками. Потом начала узнавать, поняла, что есть еще запекайка, попробовала. И мне знакомая одна попросила, говорит: Инна, сможешь мне сделать колье с ядовыми? Говорю: попробуй. Нашла мастер-классы, их куча, очень много методик лепки. Вот даже этой черники, ну не соврать, 5 я точно нашла. Разных методик. Для себя я выбрала вот эту. Для меня самая простенькая и ягоды узнаваемые. Вот. И так вот я пришла к ягодам. Есть. Так, отдельно зубочистки. Теперь, кто первый закончил? Кто первый закончил лезвие и крошим себе немножко голубенькой и белой, чтобы сделать такое напыление. Да? Характерно для нашей черники такое напыление. Так, крошите себе и белую, да, пока вы эту крошите, вы это белую. Чуть-чуть, да. Надо вот, не сильно прям, не стругайте ее, да, вот легонечко крошите, чтобы крошка получилась. Если будет, предположим, не хватать, да, вот не хватило, опять возьмем на крошку. Не на нее отдельно себе вот как отдельно. Будем потом кисточкой все это тренировать. Да, белый, да. На все зубочки на них закидывать. Да, сейчас мы возьмем кисточки, да? Вот насчет кисточек тоже. Предположим, вот здесь на чернику нашу сделать нужно легкое тонирование. А я думала, я не видела, что нужно на всех. Синтетика самая оптимальная. Она не жесткая, не сильно мягкая. Покрывать ей вот самые хорошие кисточки. Так, для покрывания. Так, сюда же белую. Вот эту же смешивайте. Не взяла. Обычно ношу все с собой. Если еще белого добавить, можно Если мы пополам зубочистки пробили сейчас. вот смотрите, сейчас мы запекать не будем. Почему не надо напополам? Потому что мы потом должны в губку, да, вот наши вот эти зубочистки воткнуть. Если вы пополам, здесь можно взять. То есть, смотрите, а вы потом в губке запекаете? Да, можно взять губку, можно взять фольгу, скатать в такой комочек, положить, утрамбовать, чтобы она устойчива была, и теперь будет фольгу. А губка не сгорает, да? Нет, не сгорает. Фольга не горит. Я использую губки, мне удобно с губками. Нормально, да. Теперь берете ягодки и начинаете припудривать такими движениями похлопывающими. Да, белую смешиваете и голубенькую. Можно взять лезвие, с лезвием перемешать. Можно кисточкой перемешать. И припудриваете. Вы не красите, а именно припудриваете. Вот меня всегда интересовало, как получить от Да. Почему она такая красивая? Я вам сразу положу уже готовую, чтобы вы как раз видели. Почему она такая реальная, Ну не прибываем, закрываешь немножко, она приглушает, да? Да. Ну, Николай, Я можно могу вас найти ВКонтакте? Можно, Спросить адреса, откуда вы выписываете глину конечно. У вас группа в интернете. У меня есть группа, да. Надо в группу зайти, что?
Моих подписчиков находиться всех люблю. То есть группа ВКонтакте позволяет быстрее с автором выйти на контакт. Это социальная сеть, которая для всех, да, она очень удобна. В плане вот и профессиональном, и, скажем так, личном контакте. Можно Потом куда ее? Просто ложите в ряд. Сделали, покрыли и ложите в ряд. Вот так вот? Не посередине. Можно добавлять белого, кому как удобно. Кто-то хочет, чтобы голубенького больше было, оставляйте голубой. Если не хватает белого, оставляйте белый. Это уже готовые? Готовый, да. Меньше почему? Они потом ужмутся? Нет, не ужмутся. Я вот такие Северная. А у нас что-то крупное получилось. У всех говорят. У вас разное, когда вот меньше. Черника. Как приятно на вас посмотреть. Вы такое удовольствие получаете. Я тоже люблю смотреть, когда дети работают. Люблю смотреть на огонь, на воду и как люди работают. Кому как нравится, кто-то хочет больше, да, кто-то меньше. Еще момент. Никогда об этом не думала, но столкнулась. Когда вот вы припудриваете, запекли и покрываете лаком, мыть ягоды не нужно. Я даже об этом не думаю, что люди еще подумают, помыть их. Не нужно. Потому что при запекании, когда вы запечете, будет видно, как будто, да, они более белые. И, ну, можем подумать, что слишком белое получилось. Не нужно. Лаком покройте, вот видите, они не мытые, лаком покрытые после запекания. Они везде все равно, да. Еще лак есть глянцевый, есть матовый. Это матовый лак. Вот я тоже думала, Это матовый. это специально, да, или как специально для полимерной глины? Или У меня можно просто обычно? палочка. Ну, у меня я покупаю именно профессиональный. Типа глазури, чтобы не знаю. Акриловый. Лучше можно глазурью, кто-то использует бесцветный лак под лампы. Акриловый, знаете, для лака. Ну, я покупаю профессиональный, потому что я продаю свои украшения, для меня важно, чтобы, да, качество было. Профессиональный. Профессиональный. Его еще можно запекать, он еще больше случаев. Акриловый. У меня акриловый называется. Он, Да, Она уже более такая. на больной А у основе. меня кто-то 2 палочки забрал. А для Всё, голубики сделать, нужно да? я только немножко другую. Так, Она атаковать вытянуть. Что-то у меня были с палочками, остались без палочек. не хватило? А нет, кто-то у меня их это... Ничего, пока останется, так сделали. Момент с губкой мы упустим, все равно запекать мы не сможем. Вы А должны, можно положить вот как они да, будут ну выглядеть? попробуйте, Просто хотя бы. возьмите вот, да, вот, скажем, сюда или... На губке запекаете? А губка не горит? Нет, не горит, вы спрашиваете, губка не горит.
Если переживаете за это, можете, говорю, взять фольгу, скатать ее, утрамбовать и в нее тоже. Я даже не заметила, кто-то мне. Вот возьмите, вы же все равно. Они не никто таскаются. будет Сейчас запекать, мы тоже не не будем будет все равно запекать. запекать не будем. Да. Запекать будет Инна Николаевна все равно. Поэтому палочки придется вам снова. И вы, конечно, можете у себя дома попробовать запечь. А мы вам это оставим. Вы же это сейчас. Так, мы путали с вами. Вы сделаете ягодки, и ягодки потом мы тут Сейчас будем кто в лес пойдет? Ягодное место. Только не на листочках, да? Можно вот сюда, вот в эту сторону. А можно будет взять попробовать? Конечно, да. Только смотрите, дома поставьте температуру немножко ниже, предположим, у вас вот эту, да, глина, она у нас при 130 градусах, поставьте 120. И еще скажите, мы фирменное печенье пробовали? А там же больше. Нет, максимум 130 градусов. 130. Инна, почему ниже поставить? Потому что вот я запекаю при 120 вот эту глину. У меня запекается все нормально. Лучше поставить ниже. Если перепечете, говорю, вот, например, опять же вернемся к той, что температура будет выше, токсичный газ. У вас будет такой запах, знаете, сказать, жженой пластмассы. Такой, если перепечете. Когда печете, и так будет пластмасса пахнуть. А если перепекаете, она будет жженая пластмасса. Очень вредный запах. Так, сделали, да? Давайте пока... Да. Так, пока у нас хлеб, когда, смотрите, потом идет этап. Я вложу это все в печь, оно запекается. После запекания покрываем лаком. И у меня тот лак, который можно еще запечь. Я его еще раз запекаю, когда высохнет. Если... Вот так тоже на палочке держится, да? Да, да, и обратно потом. Не спрей. А зачем еще раз Кисточкой. лак запекать? Надежно. Надежнее будет. Да, я надежнее. Просто, предположим, вот, если вы покрыли просто лаком, могут остаться царапины. Их видно не будет, но факт, что царапины могут появиться. А после запекания их не будет. У меня такой лак, у меня есть лак запекать можно. Я использую на водной основе. Он меня устраивает. Называется Фима. Так, готово. Теперь мы с вами приступим к листочкам. Для листочков нам нужно будет желтое и зеленое. Так, давайте как сделаем? Смешаем или я уже готова дам глину? Или будем все делать? У нас время успеваем, да, все начинаем. Пока не надо. Давайте я вам дам лучше другие листы. Слушай, на пленочке у вас. Пленочку убрали, конечно, листик себе взять. Кстати, Наталья, это идея. Это очень хорошая идея. Как раз для вас, кстати, такие пленочки продаются готовые. Они есть белые, прозрачные, а есть коричневые. То есть они в магазинах есть. Я их использую на мастер-классах для палитр. Для всех, как они называются. Вот просто пластиковые такие формата Это не 4. файлы, да? Это не файлы, это именно пластик. В обычных магазинах канцелярских, да. Да, вчера показывали. Да, то есть, и в любом случае там они бывают прозрачные. Прозрачным есть смысл положить на белую бумагу. А вот у меня есть еще такие пластики, они такие черные. А на черном палитра цветов очень хорошо делается. Гуашь можно смешивать акварель, можно вот использовать как доски или как вариант доски для лепки. Детские, для детского труда. В общем, как вы говорите, кто ведет мастер-классы, ищет варианты для какого-то использования. Что делает? Хочешь меня Эксплуатировать? Люди не работают. Тоже вот так, в принципе. Просто из этого получится очень много. Поэтому давайте еще одну еще смешаем. Так, пока вот мешать, расскажу. Нам нужно для листиков из материалов. Это примерно глина желтого и зеленого цвета. Например, я видела, что есть салатовые цвета уже готовые, они мне не нравятся, они очень кислотные. Поэтому я предпочитаю смешивать. Посмотрите, обратите внимание, глины разных марок тоже можно между собой смешивать. Если, предположим, у цернита
130 градусов, да, у крема 135. Примерно ставите, ну, 130, да. 130 примерно. А вот тут кончики такие еще коричневые. Сейчас тоже будет. Это пастель тоже, да? То есть вы сегодня открыли все секреты. Когда смотришь и думаешь, как это делается, оказывается, все очень просто. Вот была техника в чернике, мы покрывали с вами пастелью. Можно после запекания взять губку, намешать белую вот голубенькую краску и губкой на запеченную ягодку тоже будет такой же эффект напыления, но он грубее. Поэтому я все равно становлюсь из двух способов это напыление пастелью. А если, допустим, плохо выместится пластик, и вот, ну, иногда задача как бы изделия, чтобы там вот прожилочки какие-то были, можно ли оставить вот это такой вариант сейчас? Вот? Ну можно. Это если осенний лист сделать. Какой-то вариант, да? Единственное, она должна быть мягкая. Вот я столкнулась с таким, когда не домешала, у меня лежала старая глина, я ее не домешала, чтобы она мягкая была, и запекла. У меня конкретно это были листики. Они начали ломаться. Это даже зависит от того, что вы не запекли, а я ее не домешала. Можно также камешки слепить, да, вот с этим даже, как Насчет морские камушек, камушки. да. Есть готовые, я вот говорила, да, вот много их есть. Есть готовые, называются с эффектами. Они вот, да, они под камни уже идут, с какими-то глиттерами, с блесками, уже какие-то крапинки. Вы только не делаете камушек, они уже готовы. Все, хватит? Вообще, Прожжённые нормально листья. оказывается. Посмотрите. Так, у меня же какой красивый. Глина — это ваш материал, судя по всему. А вы говорите, что вы не умеете делать. Да, у меня девочка лепили пальцем. Вот смотрите, чем старше поколение, тем у них моторика лучше. Я говорю, и чем Ай, какой хорошенький. моложе, Все тем... делали сами тоже. Да, да. Все, готово. Заметьте, А что у нас мешало? быстрее все делаем. Раньше же и белье выжимали, мы же сейчас Я это просто ничего быстро не рассудила. делаем. Вот, и это руки слабеют, и вот чем младше поколение, Стирает. Телефон да, да. Ну, То есть сейчас всю жизнь там облегчение, точно руки слабые. Вот вы когда скатали, да, для раскатки можно использовать тоже. У меня есть паста-машина. Эта машина, но у меня для поливена линия. Если кто-то узнает, лапши резко, для лапши. Узнала это позже. Можно купить в обычном хозяйственном магазине. Не знаю, сейчас продают или нет. Продают, да? Не по заказу. Лапши резко. Да. Ну, для лапши. А зачем же для раскатки? Раскатывать. Раскатывать, да. Если нету, как А вариант. можно же этим скалкой? Скалка, да. Берете две Телефон линейки. Две линейки кладете. Ложите между ними глину. И скалкой прокатываете. Вот ваша толщина будет. Да. Толщина листа. Да, чтобы задать толщину, кладете, предположим, это может не линейка, какие-то два тоже линейки, ну, какие-то Да, кусочка можно. кусочки, кладете глину, раскатываете. Скалки нету, можно, дезодоранты, знаете, вот эти вот тоже лимон. Да, для облегчения у нас паста-машина. Вы можете попробовать, кладете ручку, чтобы Вот это правда. да, кладете между. Я задала у вас 0,6, 0,5. Да, кладете просто сюда. Или можете тоже небольшую трубочку сделать, небольшую. Трубочку положили. И прокрутите. Форма листиков черники. Я вырезала алфавиты. Ой, листик вышел. Ой, а еще раз. Кто-нибудь еще? Показать есть. Сейчас, секунду, я хочу так, ребята, сам процесс. Берете лезвие, еще? у нас будет 3 листочка. Снизу тоже крестик. Тихо пошло. Так, и у нас получился Класс. получился вот такой пласт. Вот такой пласт получился. Теперь берете лезвие, у нас будет 3 листа, нарезайте на 3 части. И вот посмотрите, у вас трафарет я положила листочка черники, вот можете примерно прикинуть, где он будет у вас.
Как его попасть, что это будет? Сколько надо. Получится у нас в итоге вот такие листочки. Самое сложное. Листики. Экономия Делаете материала. немножко прикуски оставляете, когда режете. Можно на клей, можно на больше. Да, все это. Ламинария. Да. Я говорила на 3 нарезать, можете, если хватит, больше. Трафарет еще есть. А трафарет чем мы будем? Трафарет я рисовала от руки его. Нет, Сейчас скажу. Так, трафарет. Нарезали пласты. Потом мы берем вот такие есть. Можно живые листы использовать, можно скелетированные листочки использовать. Вот у меня есть такие молды сделаны из силикона, это я из живых листочков делала. Берете потом вот этот пласт, кладете примерно, да? Закрываете. Можно прокатать скалкой, можно надавить. Не силикона? Из какого силикона? Как это? Вы что, строительный силикон? Еще же вот я эти тоже вот, специально рисовала. еще же лепестки, вот роз делают. Вы да. цветы еще раз. покупаете или сами окрашиваете? Инна Николаевна, еще А, раз. он не Поднимите вот все вот так. Ага. Потом аккуратненько снимаете. Не сразу дергайте, да, как пластырь снимаете, а потихонечку. Время количество готовых к продаже. Да, Или да, я да. да, молоды. Это можно купить, предположим, знаете, где для цветов люди делают цветы. В таких магазинах, где творчество. Я знаю, что в Дом быта у нас они точно есть. Скелетину там где тоже, по-моему, Можно скелетированные листы, можно, если это летом, да, работа, живые листы. Так, еще вот такой. 3 надо, да, или больше? 3 листа. Можете сделать еще один на всякий пожар. Для других. И лезвием вырезаете. Потом, когда вот сделали оттиски, да? Сейчас еще. Такой еще есть. Там у меня лист смородины, а здесь у меня лист шиповника. Легче было, смотрите, вы начали на большом листе делать, можно лучше на кусочки отрезать, потом легче будет. Можно? Да. Можете вот на первом посмотреть, где-то сильнее нажать, где-то послабее нажать. Вы можете опять сказать, что отрезать еще. Да, насчет вот маникюра тоже хочу сказать. Длинные ногти лучше не иметь, потому что подпиливать, потому что будет оставлять какие-то там настечки где-то. Вот это неудобно. Длинно забивается. Как у музыкантов на гитаре, ногтей не должно. Кому класс? Трафарет. Можно сначала вырезать и потом сделать оттиск, но мне удобнее сначала сделать оттиск, а потом вырезать сам листочек. Края у листочков можете пальцами Вы когда немножечко... заливаете вот эти формы из натуральных листочков, листочки что-то покрываете? Нет. Отлипает нормально потом, Нормально заливает, да? У меня есть такие катеры для печенья, они в виде листочков. Я туда вложу в этот катер силикон, потом лист, потом сверху силикон и прижимаю. Это как оловянный солдатик, как раньше. Смотрите, чтобы немножко, предположим, не было, да, вот Было дело. грубых, да, немножко. Сейчас, между прочим, тоже Мы есть. будем Из делать? гипса делают, из гипса же. Нет, делали раньше из гипса, сейчас Если будет, предположим, да, вот я смотрю, у кого-то очень мягкая глина, я вам что, новый брикет открыла. Пока делаете, да, листочки, ну, дома, предположим, положили первые, они немножко подостыли, и можно будет работать дальше. Сколько листиков? 3, да. Кто сделал листики, берем лезвие. Вот одно лезвие. Дайте, пожалуйста, лезвие ближе.
Сейчас каждому, если надо, будет подойду. На нашем листочке. У меня готово. А где вы взяли? Сама делала? Нет, А, это вот сейчас. сейчас. Нет, не трафарет. Вот это. Вот это. И теперь делайте для листа черники характерные маленькие зазубренные. И начинаете делать. Можно положить? Так вот на треть из них. Маленькие-маленькие, чтобы они были небольшие. Можно положить, можно в руках. Сейчас у вас глина очень теплая, она мягкая, не подвигаться может. А больше нет таких, да? Две только. Большая. А, большая. Ощущение, как будто это живой лист. Вот чудо. Здесь как раз процесс уже прошел практически. Я делала, у меня мастер-класс из 48 слайдов, я делала подробный прям доскональный мастер-класс. Который на сайте представили, да? Да. Пожалуйста, после проведенного мастер-класса на сайте ваше впечатление. Оставьте, пожалуйста, коллеги. Теперь. Так, вот так возьмите кисточку. И делайте также, крошите. У меня можно красный, можно коричневый. У меня терракотового цвета кусочек. Немножко тоже накрошите. Ты можешь, чтобы они не длиннее были, Да. да? Когда делали голубенькое, да, кисточки. Просто кисточку стряхнули. Так, теперь натирайте терракотовый. И по краешку. Начинаем. Если сильно много, да, положим. Сначала прошли. Передошку, можно выдержать. А можно не режать? Вот тоже, да, можно и аккуратно по кончикам. Дети справляются, вот, достаточно миниатюрная работа. Ну вот это с 5 класса. Потому что работаем с лезвием, работаем с инструментами. Чисто по технике безопасности. Но детям, наверное, по технике безопасности лучше не лезвие, а уже А с другой стороны не надо? Что с другой Другое, стороны? можете тоже немножко. Тоже надо, да? Да, не, вышли а канцелярские это экзамены. у вас посадка, да. Понимаете, когда вы Тем более сейчас они продаются в потому аптеке. что достаточно уже текстура. Да, я очень иногда не пишет. Здесь текстура. Если кому-то нужно, я могу дать. У меня там ничего нет. Мы просто плохо нажали, а здесь у нас не очень видно. А так на текстура из пика видно. Николай, у вас больше резачка нет? Где-то вот здесь. Три уши, да? Сейчас я уже освобожу. Один турецкий. Делайте небольшие насечки. Потом берете простой, потому что любимый цвет вас видно. Да, мы решили, конечно, проводим сначала края, потом следом варить, потому что мы поменяли саму систему. Если бы запекали бы, мы перенесли бы вторую часть на запекание. Пока запекалось бы, и потом для сборки. Сейчас Инна Николаевна полностью сделает сборку. Мы как бы чуть-чуть немножко задерживаемся с другим, но это связано с тем, что мы немного поменяли
трансформатор. Я думаю, что удобнее, когда полностью мастер-класс. И сборку сейчас сразу. Да, и сейчас сразу делаю. Так, по крыльям. Изделие вы получите. Готовы, вот это, чтобы ваши заготовки, тогда переложите на белый лист, на чистый, и возьмите себе запеченные заготовки. А эти листики куда? Готовы, оставьте на белом листе. Дойдем сейчас до... Уже смешано. Цепочки тоже в хомяке, да? Цепочки с интернет-магазина. Не знаю, есть или нет. Есть тоже, в хомяке тоже есть. Так, Круглогубцами скрепляете, да? Да. Вот мне этот этап или... Там есть пласкогубцы, есть круглогубцы. Скрепляем пласкогубцами. Неудобно немножко будет. Дети Да. справляются по силе? Я говорю, с 5 класса лучше. Поэтому лепка и второклассник справится. А вот сборка, 5 класс. Так, для сборки даю, нам нужна будет цепочка, нам нужно будет 2 колечка 5 миллиметров. 5 миллиметров. Обсыпки готовой нет, да? Если нет, А можно вот эти кисточки, чтобы уже не пачкаться? пластик возьмите. А что, другая край? Для листиков нужно будет 3 миллиметра. Можете сразу сейчас в листики вдеть, я их разъединила, уже разомкнула, в листик продеть колечко. Сразу перебираете. Я сейчас маленькие колечки. Зажимать не надо, да? Пока не надо, сейчас инструмент да. Забыла про дырочки. Дырочки можно сделать зубочисткой, такими сверливающими движениями в листике на кончике, да? Делайте сверливающие движения. Нет. Он меня или плохо сделан, этот колечко. Я не могу попасть. Ты попала? Времени уже. Это мы еще дольше, когда пятиклассники. Стараются. А здесь еще много других каких-то. Так, 2 колечки по 5 миллиметров нужно оставить пока. Больших надо ставить было. Да. Листики те же самые цепочки, только средние, да, колечки? Смотрите, можно еще я вам дам сейчас. Нет. Колечки отдельно или эту цепочку Колечко, да? Теперь что делать надо? Так, Дели, теперь я даю вам штифты вкручивающиеся, вами, да? Даю Пока не зажимать, да? Нет, не зажимать. Мы сейчас уже готовим их, подготавливаем. Теперь наши ягодки, их 13 штук, нужно вкрутить штифты. Обратите внимание, сверху идет петелька, а снизу как бы такой, да, вот, спиралью. Вот этой штучкой, да? Я сейчас положу, не буду считать, положу. А рукой не получится? Думаю, если сможете рукой сделать, я опять не упала. Их надо крутить, да? Да, это откручивающие. Я Это штифты похожи на те, что вы знаете, можно брать и прикасаться сзади. Да, потому что они сейчас разные величины есть, да. Очень удобно, когда мы оформляем работы, мы эти тоже штифтики, вот Можно эти колечки взять, вкручиваем работы, пластик. Она хорошо будет в пластик,
мощность. И чуть-чуть похуже дерева, но в пластик хорошо ходит. Ну да, весовая еще нагрузка большая. Да, Вот для очень выращивания похоже. еще Картину уже не маленькая. Если я просто не использую, я их собираю. Запас лежат маленькие. А я не видела, что есть такие маленькие, но Она они, прямо они подходят как раз именно для ювелирки, потому что были картины. Для картин используют покрупнее. Сразу берите и вот эти вот колечки надо отомкнуть. Чуть-чуть, легко отомкнуть, чтобы Сначала вкрутить, а потом открутить. Да. Можете сначала все вкрутить, потом все отомкнуть. Можете крутить, вот, как удобно. Сильно не надо большое расстояние, да, немножко. Чтобы оно потом только Как потом? Ну, Денис. Да. Я так говорю, возьмите на тренер. Да, потом проверим. да? Жутко на Микроволновки нельзя? Нет. Потому что нужно ждать Это я 30 минут, 20-30 минут. Ой, я не смею. Они, мне кажется, сломаются. Нет, сломать. Так страшно. Попробуй. Так, оставьте. чуть-чуть отжать, чтобы можно было цепочку посадить. Ой, я боюсь. Я боюсь, что сломается. Нет, не сломайте, попробуйте. Ой, не смею. Наоборот, сильно, да? Нет, нормально. Можно штучку такую потом Не попросить, туда как образец крутили. маленькую? Вкручиваете не в серединку, да, в любую Нет, сторону. там с любой стороны, что ли? Нет, я тоже. Получается, где вот мы зубочистка, где наша Нет, у меня это не берите. Не, это образец. Это готов. Здесь не должно быть. Я бы не увидела. А вот с любой стороны можно посадить? Нет, там получается, вы видите, то есть присмотрите, не видно. Где мы дырочку делали. Да, где делали, где зубочистка должна быть наша, туда вкручиваем. в общем. Да, в задней части. Не могу, я боюсь. Все. Мне кажется, сломается. Не смею. Смотрите, берете. Сейчас вот видно, да? Ой, сейчас интересно. Она твердая, ничего с ней не будет. Вы крутили, она не потрескается, не сломается, ничего. Я открывать не буду. Я боюсь. Давайте я А закручивать? Не могу. Надо попробовать, надо. Больше сломается? Ничего, да, ничего не сломается. Надо попробовать сделать Это все равно, что уколком. Да не сломаешь. Один раз Попробуйте, это надо отобьете. попробовать сделать. Потом будете отдевать все. Даже непонятно, какое. В смысле, там, где, там, где дырочка. Крутиться легко, вот отгибать, не знаешь, какую там даже часть. А почему это хорошо закрутить? Если не поддается одна дырка, с другой стороны. Нет, Вот это вот резьба, она же А, ну что, решать саморез? саморез, все эти Ну почему? Мы же отверстие сделали, мы теперь отверстие резьбу нарезаем. Если боитесь, что выкрутится, дома, предположим, есть такой клей секунда. Капнули куда-то, обмакнули и винтили. Капнули, обмакнули, винтили. Кому-то удобно руками, кому-то инструментами. Прямо оттуда можно. Нет, туда он вряд ли. Ой, красиво. Все, Попробуйте, если одна сторона не поддается, значит переверните другую Вот сторону. смотрите дальше, где щель, вы вставляете. Все, Вот они про это берут.
Вот, Так, да. У нас видите, где еще? Сбиваем. Вот смотрите, здесь у меня схема показана. N не спелая, S спелая. Начинаем с неспелой. Нагибается? Добавление, да? Вот сейчас я Одну. Вот чем? Где? У вас круглый Она не сломается, она очень плотная. Не бойтесь. Единственное, что не могу высказывать, прокручивать. А губцы для чего? Для того, чтобы раскрывать. Ну да, ими лучше увенчивать и раскрывать, а плоскогубцами зажимать. Потом дальше. Инструменты Ой, это тоже, я спилу вам тоже делаю. хомяки, да? Инструменты. Инструменты, Опять это гнут, если что. Вот, спилу. инструменты тоже хомяки? Да. Ну, я тоже заказывала, так они хомяки есть. По схеме одеваете, да? Первое звено, вот у вас здесь идет неспелое, второе пропускаете, здесь неспелое, получается две ягодки в одно звено. Давайте начнем по порядку. Спелое пропускаем. Вот это пропускаем. Да. Следующее одеваете две ягодки. Да. Главное увидеть, какой Опять цвет не спело. Не спела, там две даже. У меня у мужа какие-то есть. он раньше Они, вот у рисовал, меня, рисовал. они прям мотком метражом продаются. Да, и у него какие-то есть. Вся фурнитура покупная. Заказать можно с Алиэкспресса, это можно заказать и на 60 рублей не отправят. Все с Алиэкспресса. Все инструменты, все фурнитура. Ну, да. Там, если платную доставку заказать, там 20-30 рублей, 50 рублей, на скорость, так много. У меня ничего нет здесь платно, ну, с платной доставкой, с Алиэкспресс все бесплатно. Они от 60 рублей и 60 рублей отправят заказ. Второй месяц заказ. Да, это Нет, нормально. это смотря кто, там по-разному. То есть некоторые вещи какого продавца. Ну, вот еще могу сказать, да, вот, скажем, я с Алиэкспресс заказываю тоже с одних и тех же магазинов. Если раньше они шли дольше, у постоянных покупателей они, видимо, отправляют какими-то вот экспресс этими отправками. Будет быстрее дойти. Через 20 минут, через 100 минут. Обливайся слюнями. Если, предположим, ну, открутите немножко, да, открутить и зажать, и докрутить потом. Вот это красиво. Да. Кружку вашу можно посмотреть? Тоже прям, да. Это не получается, мы вкалывали зубочистку, а вы прям вкалываете с этой основой. А с этими вот, Да, да. Они называются пины. с ними можно считать? Можно, да. У нас штифты, есть пины. Вот когда вы говорите, что вот уже влеплены, это пины. Они на длинной такой ножке. Да, да, да. Так, теперь собираем. Начинаем с белого. Не спелая. Вот схема. Первая ягодка не спелая, второе звено мы пропускаем. А чем закрывать? Эти вот две, да. Получается, у нас идет 1, 2, да, 2, 1, 2 до конца. Это привет. Вот эти 4 не вижу. Предположим, да? Если не подалась одна сторона, значит нужно перевернуть и с другой попробовать. Много мелкой работы. Да. Теперь берете цепочку. Да, там указана схема. Первая не спела у нас идет. Вот первое звено. Одеваем и зажали. Вот эти косные куда Не надо, пока одеваем. Потом одну пропускаем звено, следующее, второе, третье звено, две ягодки.
потом сюда же. Нет, Вы не на нет, а сюда какие все не спелые, да, идут? Нет, в одном деле. Обе не спелые, да, наверное? Да, обе не спелые. Вот эту штуку Так, как когда увеличили, отбивали, так что Это вообще невозможно. Ужас. Согнуть. Я что-то старалась, чтобы... У вас же сильные руки. Сильно меня так боюсь опять. потом надо его сломать, чтобы руку куда дать, каким-то заворачивающим движением. Если очки подойдут, очки если подойдут, возьмите 200 штук. Если подойдут. О, какой 200 штук набор. Теперь смотрите. А они у вас такие же? Я вообще не знаю. Наверное, нет. Мне для того, чтобы... Мне надо для чтения. Вот для мне чтения. чтение, это у вас на расставке. Можно еще взять сюда ягоду. Потом сюда же в это же вино еще одну Близко не вижу. Сейчас вы сейчас делаете вот это. Да. Сюда же слева. Не Не смелые две, не смелые. Одну пропустили, да? Пропустила? Да, вторую называется. И потом, когда вот неспелые закончили, начинаем. Одна спелая, две спелые, одна спелая, две спелые. А, так идет. Да. А для листиков? Для листка будет. Самое трудное задание. Склон. Да. Больше пропускать не надо, да, цепочек? Кажется, каждый, да, только чуть-чуть, один-две. Вот сейчас две, один, да, потом две. Так, пока ягоды не получится. Каждую, да? Каждую только чередуйте. Одна-две, одна-две. Они даже не прикудят. Запекать надо, потом покрывать лаком. И да, с моим лаком еще запекать надо. А можно, если, ну, скажем, другой лак, то только покрывать. Запекать это обычная. Да, обычная печка. Духовушка большой. Нельзя запекать там, где готовите. Если запекаете, где готовите, нужно конвейер. Да, да. За счет контейнера она может быть меньше. Да, если, предположим, нет термометра, можно скатать пластиночку, запечь в контейнер, посмотреть на ее, потрогать, сломать или нет. Если, предположим, она хрупкая, эту же пластину положите в печь, в контейнер, добавляйте температуру и запекается. Вот я просто полимерная или китайская? Полимерная. Теперь две, да? Следующие уже а листья потом. То есть две спелые в одну, да? Наоборот, постоянно скоро. Все, мы уже на финише. Я закрою. Потому что вы сделали это после двух, надо было одну сделать. А вы делаете две, одну, две. Видите? Ну ничего страшного, это не будет, да. Это не будет горько. Терпение надо такое. Да. Устойчивость, терпение. Уже нет дела. Нет, это Я вам нравилось просто. И тогда Да, это терпение каждому нужно. свое. Очень тяжело. Нет, это подкреплять тяжело. Вот у меня тоже, когда я рисую, есть сколько терпения. Терпение это если Если не это нравится. Да. А если тебе это нравится, то терпение, слово терпение вообще не так нет.
это у нас наоборот начинается. Так, опять спать вовремя не лягу. Опять, да, сколько? 12-го, так, 1-го. 2 часа. Это увлеченные люди Да. называются. Наверное, записать, что сборка самая тяжелая. Поэтому изделие вроде на первый взгляд кажется несложным, а на самом деле Я чуть на работу пустила, Новый поставила. Не дожимаете. А вы не зажали их? как я все зажимаю. Видно, я даже запекла сразу. Все не зажаты. Не дома, а просто не зажаты. работает позитивно. Да, у нас мастер-класс подходит к завершению. Сейчас у нас собираются уже изделия, и я думаю, что мы сейчас перейдем плавно к другому мастер-классу. Они даже насадки есть В отрезке вот это выходит, если считать, да, примерно, здесь идет, вы понимаете, материала минимум, работы максимум. Примерно по 650 рублей. Я беру за час работу, 750 рублей частная работа. Нет, 750, я когда считаю себестоимость изделия, за время я беру 750 рублей. Например, на работе я зарабатываю за час, да, 750 в школе, при этом я примерно такую же цену беру. Если вы зарабатываете в час, предположим, 1000 рублей, да, то где-то зарабатываем сейчас. Это может не лучше лес. Сколько штук? Такие насадки. Это уже, между прочим, бизнес-производство как раз. Нет, потому что я не помню, что Обычно у нас говорят, что мы в бизнес не входим, на самом деле между ними делать одну. оказывается сложно. Кстати, вот я бы обратила внимание, коллеги, обратила бы вам ваше внимание, что в Фейсбуке есть группа, которая называется «Художественный бизнес». У меня в группе есть. Они проводят различные форумы, они проводят различные мастер-классы, и они проводят в Москве в 2 раза в год они проводят форум в ноябре и в марте. И можно принимать участие как раз у них, если есть возможность выехать в Москву. Да, почему? Там как раз соединяются бизнес и образовательная организация. Почему? Потому что образовательная организация использует материалы для творчества. Бизнес предоставляет материалы, а преподаватели используют эти материалы для работы с детьми или со своими слушателями. То есть такое уже проводится 4 года. К сожалению, если вы не наблюдаете за этим, потому что уже давно идут разговоры по сохранению народного художественного творчества, и такие же мастер-классы проводятся, и вообще творческие мастер-классы. То есть это уже в стране есть. Другое дело, что мы с вами немножко разрозненно живем, да, каждый сам себе все что-то делает, а в целом мы еще как бы не объединялись никогда. вырабатывать что-то новое. Да. Эксклюзивно, конечно, а здесь уже творчество. Хотя для подстраховки делают Интересно, когда свои. А на то и есть творческий человек. А Не у нас не останавливается. Нет, сначала учимся. Сначала учимся, а потом развиваем, Сначала учимся, а потом развиваем. Собственно, это идет везде, не только в практической деятельности по изготовлению каких-то изделий, но в изобразительном творчестве, в дизайне тоже можно такие вещи как бы использовать. Что дизайн, то, что мы делаем, оно можно использовать в оформлении праздников детских. Да, вот в школе вам говорят, вот оформить надо.
А вы взяли группу, организовали, провели с ними мастер-класс по изготовлению каких-то объемных изделий из бумаги. Вот ваше оформление, останется только его, собственно, применить. Очень интересный мастер-класс. Технико-биологический центр за гимназией. Для рассадить или готовы? Можно не спинать. Нет, для взрослых. Почки длинные. Да, мы Привозили, мы делали серебряные проволоки. Все равно Натуральные Нет, девочка, что такое? Это вот конкретно залы цветут вот из ниток, как посол. Финиция, называется. Нет, финит там другое. Это просто проволока. Ее не спаривается. Это просто переплетается, как вот на специальные штучки из плетения туда натуральных гусениц, натуральных. Очень дорогое удовольствие девочка с Нижнего Я скажу так, наша задача сейчас на конференции использовать эти мастер-классы для детей. Вы осваиваете, если у вас появляется желание, появляется, условно, вы договариваетесь со своими родителями, и у вас появляется возможность закупки этого материала, то, пожалуйста, вы можете как бы продлить. Единственное, вот с точки зрения творчества, авторского творчества, да, вот тут должны материалы, вот эти идеи должны быть авторские. И тогда изделия будут у вас авторское. Получается, будет второй листок. В рамках выставки мы же делаем работы авторские. Сначала не листочки, сначала колечко. Вдеваете самую верхнюю звено, самое. Вот идем, да? Одно пока. Вдеваете, держите, пальцем прижимаете. Получается, это не бывает. У меня вообще 15 минут заняло. Вы мастер. Вы мастер, а у нас Первый раз второе колечко контрольное делаю. Сюда же. А каким лучше? Его зажать надо сразу? Нет, Можно просто лист взять. Теперь наша Да, можно вот эти скелетированные листы сделать. два делаете верхнее звено и одно нижнее. У нас заканчивается мастер-класс, сейчас мы сделаем финальное фото. И мне надо будет, чтобы выпустить автомобиль, потому что у нас второй уже мастер ждет. Второй нужно. Сейчас больше количество участников может быть, потому что есть для 10 человек у нас вообще-то материалы. Поэтому вы нам поможете. Быстренько организовать этот мастер-класс. Так я уже нет, я хочу. Надо пластиковый, возьми стакан. Финальное фото. Ну вот чисто пластиковый возьми и нет. Пока не профессионал, это сложно. Верхним инструментом и получается бабка выделена. То верхняя. Это очень сложно. Нет, Сборка сложная. Потому что она требует, во-первых, внимания и умения держать хорошо вверх руку, конечно. Или маленькие крепкие пальчики детские, или ваши, которые уже не всегда кольцо удержать могут. тоже Когда в этом году ездила в Семеновскую фабрику, вот когда они расписывают, когда начинаешь расписывать, думаешь, как вот так. Они все в табуреточках вот такие, ноги высоко, и они буквально на коленях что-то делают. Да. Что расписывают? То есть они все на высоких табуретках, табуреточки здесь под ноги, и вот буквально Стола нет. Стол у них есть только для Для инструмента или смотрим. Я первый раз видела, как папайки переводят рисунки. Теперь у меня Я думала, сразу брать, берет, Вот это надо зажать или не надо? да, зажать только, смотрите, отдел. Вот я это не руками держу, а инструментом. Одели. Держите просто пальцем. И второе, да, контрольное кольцо. Если одно туда же,
В это же звено и там в шнурок. Колечки тоже отдельно. Да, тоже есть. Колечко не Я не могу листок Последний, да? Там еще может быть за время поджимания, собственно, это не значит. Да, ну что, я думаю, что мы потихонечку уже начинаем помогать убирать мастеру стол. Закончили. Саша, мода, мои кисточки. А мы сейчас сделаем финальное фото. Я думаю, у нас получилось очень замечательно в том плане, что хоть и работу вели 3 человека, но активно принимали участие все зрители. Обе туда надо или Там 2 пустые у вас осталось. И одну листочек в одну, а 2 в другую. Сделано? Помочь. Если кому-то нужно руки вытереть, Все ваши неиспеченные изделия можно отдать мастеру, неиспеченные элементы. это я освободила место. все понятно, да? Нина Николаевна, включите мне, пожалуйста, Я не успела. никуда не уходи. Сказали слово освободить, а? Не, сейчас дадим. Для нее это 3 минуты. 3 секунды, а для нас. Это вот обычный пластик, не файлы. Надо вот закрывать этот. Это когда делается обложка, делается шивки. Вот шивка. Это когда сшивают листы. Да, сборку, да, когда делают альбомы, дипломы и все остальное. Я просто видела, у меня как бы они и нашлись, и я знаю, что это очень удобная форма для так, представитель я оставляю. Ну что, там заканчивается у нас последний этап. Пожалуйста, участники этого мастер-класса Саша. Одевать, да? Да, вы одевайте. И, пожалуйста, вот сюда все. Те, кто у нас сделал альбом, можно кулоны на себя. Прямо виноградная. А те, кто просто принимал участие рядышком. Это мои, так, это мои. Вот эти еще оставим. У вас вот эти штучки, у вас такая Сегодня такая работа у нас. Согласитесь, что в любом мастер-классе надо учитывать возможность, что 20-15 минут они все равно где-то на уборку, подготовку, на организацию рабочего стола, все равно это уходит время. Листочки можно выкинуть? Листочки выкинуть. Вот сколько часов. Это потом мы поможем собрать. Давайте сначала сделаем финальное фото. Так, девочки, давайте. Нет, вы что забыли? Участники все, те, кто принимал участие вместе с мастером, а те, кто помогал, пожалуйста, рядышком, давайте быстрее и потеснее. Вы какие-то такие неорганизованные. Вот еще одна, это и на кому-нибудь можно просто показать.
девушка. Ольга Викторовна. Обладатель уже. Закрой телефон, а включите звук. Так, пожалуйста, я вас фотографирую. А вы Улыбайтесь. не только улыбайтесь, а вы делитесь. У вас рефлексия сейчас. Так, чиз. И еще один момент. Так, пожалуйста, что вам понравилось в этом мастер-классе? Все понравилось. Спасибо мастеру. Спасибо. Все, теперь не снимаем. Теперь. Напишите во ВКонтакте себя, как вот найти вас? У вас в этом фамилия неправильная. Фамилия помогает. Фамилия правильная? Должна была быть поправлена, я меняла. Надо поправить сразу. Потому что я как бы давала изменения и не должна была. Я ее удивляюсь, почему я неправильно. Нет, что давайте. Хотя я попросила поменять, не знаю, почему она поменялась. Лина Николаевна. Да, краски не нужны, надо палитра краски. Краски, вот этого прямо в основном,
будет хватать. Потому что коробочки есть, краски есть. И самое главное, чтобы кисточки проверили, все есть. Должно быть по 2 кисточки, 3 кисточки. Так, все, начинаем. Так, коллеги, у нас начинается второй мастер-класс. Первый закончился. Результаты нашего участия можно увидеть в группе ВКонтакте, как прошел мастер-класс. И, собственно, мы продолжаем трансляцию. Сейчас я представляю вам еще у нас одного мастера. У нас идет трансляция. И мы сейчас проходим мастер-класс в технике гуаши. Первый снег, пейзаж, и нам его проводит Овчинникова Валентина Ивановна, педагог дополнительного образования, Центр дополнительного образования детей вдохновения, город Сыктывкар. Вам слово, Валентина Ивановна. Всем добрый день. Итак, сегодня мы будем проходить мастер-класс по живописи. Данный мастер-класс можно проводить детям с 5 класса уже. Так как можно на формате А3, это несколько занятий. Если короче по времени хочется, то можно и на формате А4 выполнить. А можно еще меньше формата? Можно еще меньше, да, мини. Но если меньше формата, то с детьми постарше, потому что малышам сложно будет такие мелкие детали рисовать. Для мастер-класса нам понадобится 3 кисточки. Это широкая, средняя и тонкая кисточка. И всего 5 красок. Это охра, зеленая, синяя, белая и черная. Я извиняюсь, такой тоже может быть. Такой у нас легкий манер. Как бы вдохновением данной работы для меня послужили фотографии, когда выпал как раз первый снег. Это местечко за городским пляжем. Фотографии сделаны в этом месте. Это наша природа, как бы северная Коми. И поэтому в данной работе нужно будет создать рисунок и передать вот это впечатление, ощущение первого снега нашей северной природы. Первым этапом набираем палитру, сейчас покажу, берем широкую кисть. Пока посмотрите, пожалуйста, сначала белую краску, потом немного синей и капельку совсем черного. Ну, у нас такой серо-голубой оттенок должен получиться. А потом эту краску мы не густой, а разбавляем водой до жидкого состояния. Такой колер наводим. Вот такой серо-голубой оттенок. И этим серо-голубым оттенком широкими мазками полностью покрываем наш лист. Да. Можно на крышке намешивать эту да, полностью широкими мазками. Весь лист. Тут стараться особо не нужно, потому что мы дальше еще будем слоями перекрывать нашу работу. Делается быстро очень. Как раз в это время у нас уже небо имеет такой сероватый оттенок, и нужно передать на свой цвет. И побольше воды можно, чтобы кисточка легко листала. Да, весь лист полностью. И этот общий цвет, он объединит все остальные цвета в рисунке и создаст такой колорит цветовой.
Всех подождем и потом дальше начнем уже. Больше кисточку возьми, чтобы быстрее. А вот есть больше большие крупные кисточки. Можно его открыть уже. Нет, нет. Сейчас всех подождем еще. Немножко встать. Далее мы с вами будем делать землю. Для этого охрой намечаем линию горизонта. Линию горизонта берем выше, чем центр листа. Где-то вот. И для того, чтобы написать землю, мы будем использовать такие цвета, как охра, зеленый и синий. Краски можно перемешивать между собой. Например, охру смешать с синим, зеленый с охрой, или же синий с зеленым. И также мы будем до жидкого состояния доводить эти краски. Ну, например, сначала смешать охру с зеленым. До жидкого состояния также доводим и разными оттенками покрываем нашу землю. Можно немножко где-то и черный добавить, чтобы вот этот серый оттенок поддержать. Можно все в одной этой лунке перемешивать. Где-то вот синий добавили, потом опять охру добавляем. Только краски также берем жидко. И можно сразу же наметить рост травы. Пока еще краска не высохла, можно даже по этому слою намечать. На дальнем плане трава будет поменьше по размеру, а чем ближе, тем она выше. И сразу же положили носок и нанесли траву. По мокрому можно кисточку отжать и пока по мокрому слою травинку прорисовать немножко. Чтобы земля не ровная была, фактурная больше. До конца. Сильно пока траву не прорисовывать, немножко, потому что мы еще вернемся к земле и потом более подробно пропишем.
Можно местами уже где-то оставить? Ну, мы вернемся еще с нами, перекрывать лучше. Потому что вот, ну, дети обычно не могут, не получается вот у них эти пробелы снега оставить. А дальше вот уже берем белую краску, и ее мы уже берем густо. Ну, уже водой сильно не разбавляем. И прописываем. Но я такое этап предлагаю, потому что дети не могут оставлять в лотке, потому что снег уже лежит на траве, это ощущение не могут передать, и поэтому все равно приходится перекрывать. Кто оставил, оставляйте, а кто перекрыл полностью землю, можно будет проложить горизонтальными линиями, широкой кисточкой. Краску побольше уже, да, чтобы воды было мало. И после того, как все успевает, после того, как написали снег, нужно будет немножко сверху нарисовать травинки, чтобы перекрыть. Что почему? Весной, в принципе, Потому что нет еще деревьев. Фотографии, которые я показала вам, как раз сделаны. Нет, с весной не ассоциируется, потому что это, Весной если зеленый не брать краску, тогда это, а взять оком, тогда у нас вся ассоциация сразу не думает. Хочется по-весной. 3 месяца. Ожидать придется больше. Через нас это получилось. Ну да. Теперь дальше. Смотрите, пожалуйста. Дальше мы с вами пропишем лес на дальнем плане. Поэтому для леса используем более тонкую кисточку. Также разбавляем белый, ну как и цвет неба, белый, капельку черного и синий. И размытые такие силуэты делаем бледные, так как лес от нас далеко. И тоже не идеально ровная линия. Он же разный у нас по высоте. Используем холодным синим оттенком леса на центральном плане.
мастер-класс очень умиротворенный. Так, надо же все индивидуально. Можно где-то потемнее сделать, ну, еще раз проложить краску слой. Может, поближе нам чуть-чуть. Не обязательно только вертикальные линии небес прорисовывать, где-то можно и горизонтально провести, где может более мелкие, ну, как бы немножко неровно, как-то двигаем немножко. По основанию можно тоже быстрее заканчивать, можно еще, ну, растяжку такую сделать. Сильно прорисовывать дальний вес не нужно. Мы все равно еще будем сверху перекрывать, средний, да, он, и у нас этот лес перекроется, поэтому не надо его сильно прорисовывать. После того, как выполнили лес, приступим к деревьям уже. Деревья, когда будем рисовать, тоже мы не в центре листа их располагаем, а берем немножко ниже и разного уровня, да, будем, потому что в природе же они тоже не в один ряд все растут и не на одном расстоянии друг от друга. Поэтому березы мы тоже охрой сами наметим, линию роста дерева берем ниже, чем центр листа, практически, да, у основания. Да, и край, вершину дерева выводим за край листа, мы не видим. Она близко к нам стоит, и нам не видно. А затем уже белой краской, тоже краску прям плотно перекрываем ствол березы. И краска все равно не будет этот цвет идеально белым, так как у нас еще сквозь этот слой краски будет просвечивать нижний слой цвета, который мы внизу нанесем. Можно вторым слоем нанести, чтобы поплотнее. Ствол тоже у нас не идеально ровный. Может быть, немножко наклонен в какую-то сторону, может со сгибом. Побольше. Побольше сложно. А затем мы уже начинаем с вами. Сначала нужно ствол березы, узор, да, ствола, а можно параллельно и узор наносить, и ветки сразу. Ну, только сначала начинаем крупные ветки, а не, даже не знаю. Ствол тоже это узор синий, смешиваем с черной краской. Синюю, черную, да, для узора.
Можно капельку охры туда. Ну, прям капельку, но не, ну, как бы немного. Добавить. И, ну, давайте сверху начнем. Тоже к ветке выходят, да, за край листа. С этой стороны, да, с внешней стороны. А с внутренней стороны мы видим, как они завершаются. И тоже посмотрите, кисточку не ровно линию проводим, а немножко как бы дрожит у нас рука. И веточка к вершине тоньше становится. Верхние уже ветки можно тоже вывести за край листа. И сразу же можно узор где-то рисовать у коры дерева. Вот этот может, да, как закрепление идет там. Более насыщенный узор. У основания можно поплотнее тоже взять, да, частоту такого узора побольше. Сверху может уже более редким становиться узор коры. Чуть синего немножко побольше. Первый раз кисточку выполнить, надо перехватить побольше. Да, воды будет мало, у вас ничего получаться не будет. Во-вторых, помните правила роста любого растения. Внизу крупные ветки, сверху мелкие. В нижней части березы будут крупные, более толстые веточки. А чем выше, тем тоньше, изящнее. И выходит за пределы, да, Валентина Ивановна? Да. И выходит за пределы листа. Тогда мы будем видеть, что дерево большое, здоровое. Оно близко еще. Просто мы видим только фрагмент дерева, не все дерево, а только фрагмент. Видите, в начальной школе только что морковки рисуют. Да, потому Это что любимое дело. наша задача ведь научить их морковки рисовать. А чтобы они Переучиваешь. их надо, они должны наблюдать, какие деревья растут в природе. Что у нас есть дерево полностью видимо, а иногда дерево видим только фрагмент, часть дерева. Морковки идут, дорогие мои, от наших коллег из дошкольных организаций. И это солнышко в уголке. И солнышко в На уголке. подкорке у них сидит где-то. В конце здания. Просто нашим воспитателям немножко не хватает такого метода, как приучать себя наблюдать и учить этому название красок. и учить детей наблюдать деревья природы, в реальной природе. И цвета. Сегодня на улице, посмотрите, как деревья растут. Конечно, мы же гуляем с ними. Они гуляют, знаете, какое дерево, как оно растет? И все, и перешли потом в область образовательной деятельности. Мария Геннадьевна, если десятиклассница спрашивает, воробей — это птицы голубей, что мы дальше можем с вами делать? Это где? Смотрите, область пейзажа — это такая область, когда мы все держим на наблюдении. И когда мы эту тему даем, мы ориентируемся, ассоциативно ориентируемся на то, что дети это должны видеть каждый день. Мы же не всегда можем пейзаж занести в класс, правильно? То есть они должны в окно посмотреть. Я занесла. Я очень рада, когда есть картины, настоящие пейзажи наши, которые мы пишем, как художник. У меня на задней Пишем стенке деревья, огромный хочется пейзаж. фотографии деревьев.
А еще лучше в окно посмотрели, дети посмотрели А у на меня березу, видите, прямо за окном березу. какая панорама на реку. Смотрите, вот чтобы все-таки это был какой-то авторский вариант, можно представлять фотографии, да, чтобы дети могли видеть, какая форма дерева, какие ветки. Но ваша задача обратиться к элементарной биологии, как растет дерево. Да? То есть, в принципе, мы рисуем так, как дерево что? Растет. Вот тогда дети начинают понимать, что и в рисунке, оказывается, можно вырастить дерево, не столько его изобразить, сколько его вырастить, и оно растет у вас. Оно начинает развиваться, у него появляются сначала крупные ветки, потом мелкие ветки и так далее. То есть, чем наш изобразительное искусство хорошо, что это интегративный курс, мы можем любую тему из любого предмета взять. С астрономии, с биологии, с геометрии. Любой предмет у нас, в принципе, в развитии. И я думаю, что учителя должны школ образовательные, ведущие предметы литературы, математики, физики, химии, они должны учитывать, что изобразительная деятельность в школе, да, она является частью такого же образовательного процесса, как и на предметах. Согласны со мной? Ну, вот у нас, допустим, убрали черчение. Учитель так плохо, что убрали. Геометрию теперь не могут. Я не буду даже сейчас поднимать вопрос «убрали». Вот у нас Я это даже не буду было. сейчас поднимать вопрос «убрали». Убрали, потому что вы этого не сделали, чтобы он остался. Это где-то вина ваша. И я, когда подходила вот в этом году, сказали, что так есть нам технологии, есть, да. Они всегда так говорят. Вынесли, Потому У меня что есть нет, черчение в этом году технологию десяток. вынесли, но там совсем чуть-чуть. Там кусочек, здесь кусочек. Поэтому, да, поэтому они сказали, нет, там и 3 вида, там все там есть. Но это совсем очень это маленький не то, объем. это там Там блок один. Да. У нас есть еще один предмет, где можно знание черчения вводить. Это информатика. Понимаете? Но это вы должны правильно поговорить с информатиком. Понимаете, чтобы он знал. Вот, потому что у нас сегодня очень много программ, реализующих именно это. Тот же компас. Вот, но, к сожалению, у нас до конца не понимают, что это предмет, формирующий пространственное восприятие. Предмет, формирующий пространственное восприятие. Ни один из предметов школьного не формирует пространственное восприятие. А у нас почему-то в школах об этом забыли. А тем не менее дома строят все, Да, и потом не могут и в даже квартирах ремонты эскиз делают выполнить. все. Нет, просто проблема в том, что дети приходят с техникуму, ну, где учатся на Жалуются. и они приходят просто помочь мне начертить. Ну, я еще раз техниками говорю, не по перестроить. закону об образовании у нас есть 3 субъекта участников образовательного процесса. Первый – это школьные работники, да? Второй – это дети, третий – это родители. И если родители хотят, чтобы черчение как предмет был, и они это заявляют в школе, то предмет должен быть. Мы сейчас занимаемся изобразительным искусством, поэтому я не хочу говорить о черчении. Эта дискуссия идет уже давно в рамках моей предметной площадки Республиканского методического объединения. Загляните, посмотрите, оставьте свои высказывания, свои предложения. А у нас сейчас Валентина Ивановна и пейзаж. Мы дальше что? Это мы сейчас Да. другую перестроим. А дальше мы начинаем делать деревья, которые уже другого характера. Это тонкие, они изящные уже такие. И тут тоже мы используем черный, охру и синий 3 цвета при смешивании. И в данном случае деревья, когда будем рисовать эту краску, уже берем более жидкую, прозрачную. Ну, все сильно такого. Тоже, да? Черный, охра и синий. Охра поменьше. И посмотрите, да, уже более жидко берем краску. Тоже начинаем деревья рисовать от основания. И основание данных деревьев уже берем выше, чем у березы, чтобы они не на одной линии были. Посмотрите, расстояние между ними
тоже разные, не одинаковые. Так, посмотрите, пожалуйста, прикладываем кисточку к основанию листа. Так, не рассыпайся, ну потому что это вертикально, да. И такие уже прозрачные линии проводим. Самое проблемное, да, у детей? Да. Это дерево нарисовать. И тоже кисточку не идеально ровно проводим, может дерево с наклоном больше. И также выводим за край листа эти деревья. И вот эта группа деревьев, они же тоже не в один ряд растут, а какие-то повыше, подальше будут, какие-то пониже, это поближе, которые находятся. И вверху они тоже становятся потолще. А затем уже начинаем рисовать тонкие ветки. Тоже, да, не ровно идеально, а может быть, тоже с дрожащей рукой рисуем. Сначала покрупнее ветки рисуем, потом которые поменьше. Вот они уже такие тоненькие. И деревья, ну, тоже, если нарисовал, можно немножко их тоже перекрыть основание деревьев. Пока остальное ждем, можно вот эти дорисовать травинки. Все, успели? Все, отлично.
Затем мы переходим еще к третьему виду деревьев. Это уже они более как кустообразные. И их мы, эту группу деревьев нарисуем чуть дальше, чтобы увидеть уже полный рост деревьев. Дальше мы смешиваем. Это дерево можно уже другим оттенком нарисовать. Например, охру с черным только смешать. Если синий добавить, то совсем как чтобы немножко отличалось много. И форму этого дерева тоже немножко по-другому сделать. Можно уже такие разбои тоже с основания начинаем, потолще основания. От этого может отходить еще веточка, ствол. От этого же ствола может еще второе дерево рядышком. Может, рядом еще близко смотреть. Уже такие на расширение, что ли, вверх тоже. И после того, как нарисовали стволы деревьев, также начинаем ветки. Сначала более крупные, а потом переходим к мелким веточкам. Тут можно даже так, быстрыми движениями кисточки верхушку сделать, чтобы пушистый себе перейдет. Дальше мы уже будем прописывать более подробно первый план. Это травинки. Тут можно тоже смешать зеленый с черным, охру с черным. И кто еще не успел, можно вот эти, я, например, не успела еще травинки более ярко прорисовать кисточкой тоненькой. Может, где-то такие вместо травинок веточки будут. Дальше это может ящики, листья. Уже и по размеру эти травинки будут гораздо крупнее, чем травинки на среднем и дальнем плане. Тут уже краску берем тоже поплотнее, меньше воды, больше краски.
И вы не только линии, да, точки тоже ставим, это листья наши. Иногда же бывает, что листья еще где висят на своей веточке. Можно даже возле деревьев немножко их с помощью этого элемента можно объединить передний план со стрельными. А эти тоже, мне кажется, любые влажные. Нет, это для одежды. Ну, я вот раньше тоже покупала в зубах, знаете, шоколад от мороженого покупал. Я обычно настроила даже везет. Дальше Я что же покупала, они просто дорогие, да. А потом, как я говорю, у меня упала. Вопрос, Валентина Ивановна. Шоколад. Почему животные? Почему животные? Да, скажите, пожалуйста, почему животные? Чтобы повеселее рисунок был. Нет, наверное, сказать, не веселее, а что мы говорим? Что любая картина со стафажом становится живой. Живой становится. Конечно. То есть обычно пейзаж, не имеющий ни птиц, ни животных, ни людей, он становится грустным. Подснежники подорисовали. Как бы в наглядности я использовала зайчика. Мне кажется, они так гармонично смотрятся в этом пейзаже. Как раз выпал белый снег, и вот эти белые элементы, они вот такой особый ритм создают на картине. А вот у меня ученица делала работу, она и лисичку использовала, как яркое такое пятно, тоже более оживило рисунок, интересно. Я вам еще раздала изображение сороки, можно сороку нарисовать на деревьях. Тут сейчас я покажу, как детям показываю, как рисовать зайца. Когда мы вводим пейзаж в стафаж, он становится живым, а детям это еще больше может понравиться, потому что сразу у каждого пейзажа появляется свое настроение. И Да, более Валентина Ивановна? индивидуальный рисунок, как бы он отличается от остальных. И ведь животных тоже можно разных использовать. Например, как я вот зайца объясняю детям рисовать. Это овалами. Сначала голову овал. Например, вот бегущий вот это. Потом тело овал, тоже крупно, пока без разных деталей. Задняя нога, она такая округлость имеет. И передняя лапка тоже овал. Животных сложно рисовать, поэтому затем уже мы будем рисовать вот эти изгибы.
убирать лишнее, ну, как бы отсекать. Как скульпторы, да? Да, как вот клетки, что же самое. Ну, может, ладно. Главное, ушки нарисовать. Сразу Да. ясно, кто. Ну, я круглая рисую, чтобы суть показать. И ладно уже, да. Если он бежит, Ну, по-моему, такие мастер-классы есть в полной мере. И, по идее, как бы вот готовясь к такому занятию, можно найти, да, да. такие приемчики, когда животного можно рисовать очень быстро. Ну, как бы с помощью обычного овала рисуем, лишнее убираем. Ну, больше даже, да, конечно. Посмотрим уже, как это изображение. Потому что если сразу, как бы без овала, без геометрических фигур, дети не могут вот эти пропорционально. Простые карандаши для рисунка полезны здесь. Если нужно простой карандаш, то лучше. На земле не говорится. Может, одна на земле. Кому-то нужны карандаши для рисунка животных? Никому не нужно. Не будете же вы рисовать? Можно больше рисунок нарисовать. Если вы крышу рисунок, это как яркая Дома живет сорока. И когда они находятся Поярче взять, и потом еще животное будем наверное, потому что красный шейник животное или ругать. и краски погуще берите. белый. Если зайца, чисто белую краску. Они еще серенькие. Ну, чтобы для этого, для ритма, для рисунка, красоты больше. Ну, а в этом можно на снегу серенького нарисовать, чтобы лучше видно было. И чтобы выделить животных поярче, можно их в конце обвести черным карандашом. Ну, это уже по желанию. Дети обводят. Выделить. Ну, вы можете кисточкой выделить одновременно, чтобы вам легче кисточкой. Кому-то нужен черный карандаш еще для выделения? Глазки можно. Детям разрешаю карандашом глаза и нос рисовать. Мне кажется, вообще карандаш здесь подойдет. Да? Потому Что карандаш для уточнения? им сложно вот, кисточкой. Да и нам так сложно.
Я, честно говоря, иногда в своей работе творческой то же самое делаю. Пишу акварелью, потом чувствую, мне надо что-то, какой-то стафаж добавить, я беру карандаш, цветной, и нарисовываю. Все, если все, Грустный. Один зайчик. Один. Поэтому и грустный. Тут много будет лишних. самое главное сейчас процесс, когда вы будете снимать, я очень хочу, чтобы вы сняли вот эту пленочку, которая идет, потому что вы будете с пейзажами фотографироваться. У кого уже готово, можно уже. Аккуратненько снять. Кисточки помыли, рядышком положили, палитры грязные выкидываем. А у нас все так помыто. Тряпочкой какой-то, тряпочкой я не забыла. Салфеточкой можно будет. Сюда, да? Черный почти нет. Нет вашей черной? Не знаю, я Есть. Больше ничего не убираем, палитра остается, кисти остаются на местах. Единственное, что мы снимаем работу аккуратненько, с другой стороны. Вот с этой стороны. Иначе со стороны рисунка было бумагу убирать. Со стороны мусорное ведро, все вот эти. Она, зачем придираться? Она красота сама по себе остается красавчиком. Знаете, какие красивые. Вот работа, да. Когда вы не работаете, когда вы не работаете, обратите внимание, что вы работаете на картонках, которые обклеены скотчем. Это такие многоразовые вещи, их очень удобно возить с собой. Я когда езжу на мастер-класс, мне не нужны мольберты, я как раз использую вот эти картоночки, которые позволяют быть мобильной на мастер-классе. Так, ну что, будем делать? Да, да, это как стекло. То есть я здесь использую любой вариант техники. И по широкому, по сухому, и, в общем-то, я даже приклеиваю бумагу, плотную бумагу, она приклеилась, можно без скотча сделать. То есть, чем преимущество, это вот я работаю с этой картонкой уже лет 5. И она мне такая палочка-выручалочка. Можно, наверное, повыше. Повыше он быстрее закручивается. Можно чуть подать? А давайте оставим вот эти планшеты, чтобы мы не хотели. Получается, кто снял, можно посмотреть, сфотографировать, кто снял работу? Я не успела. Ну, на то ты и мастер, что вот ты не успеваешь. Обычно успевают у нас только участники, а мы не успеваем. Так, со своими я фотографирую.
Почему? Я график, я прикладник, я поэтому Посмотри, это не мое. ты посмотри. Хорошая работа, смотри, я еще не доделала сама. Я говорю, у каждого есть свое лицо в этой работе. Это, слушайте, а преподаватели это говорят, слушайте, я впервые раз кисточку. Нет. Ну, все замечательно, вы знаете, у вас работает. Она как КНК ставила. Я просто давно Время с 21 сам это слишком долго. Это слишком долго. Берем широкую кисточку. Закрывай глаза. Сейчас будет. Это еще, конечно, получается. Валя же нас съемку указала. Просто его как-то не обращали внимания. Мы стали взяли сразу листочку и вставили. Вы сильно не убирайте, пожалуйста. Да, вот все пусть остается. Просто помойте кисточки, палитру оставьте, кисточки оставьте. А работу аккуратненько снимите. Я могла все ваши работы. Можно да, Она тоже нужна. Она не обязательно, но я не знаю, как гуашь. Просто если она назовет, то нужно чистить. Где заново, мы просто на них удобнее пальчик. так что помогать, что собирать, Да, я схеме, в принципе. Валентина Ивановна, скажите, пожалуйста, итог, результат. Но вот я заметила, что деревья характер разные, да, делали. Хотя и в этом мастер-классе не говорилось. И дети же также иногда говоришь одно, а по-своему начинают добавлять детали. Очень замечательно все получилось. Коллеги, взяли каждую свою работу и вот туда, пожалуйста, к сцену нашу. Потому что работы получились у всех замечательные. Валя, стой пока. Пожалуйста. Сначала сфотографируемся, да, с большой работы. Так, потеснее, девочки, чтобы у всех работы были видны. Те, кто повыше, сзади. Поднимаем работу, те, кто пониже, вперед выходим. Те, кто повыше, Юля, Оля, вот, девочки, видите. Пожалуйста, сзади, кто повыше, те, кто пониже, или сесть, или это. Потеснее, чтобы вы все поместились. Да. Да. Немножко света, чуть-чуть подвесим, потеснее, чтобы Валя. Так, вот, пожалуйста, так, смотрим на меня. Очень все замечательно, красиво, молодцы. Чиз. И еще разок. Все, молодцы. Спасибо. Браво. Потому что у нас сейчас начнется еще один мастер-класс. Так, несколько минут на приготовление. То есть мы убираем только все, что у нас осталось с предыдущего мастер-класса. Кисточки оставляем, гуашь у вас будет, салфеточки и это, пожалуйста, и картонки, и кисточки оставляем. 5 минут на отдых. Можно быстрее, потому что еще
обеда еще один мастер-класс. Это все быстро. Девочки, и выберите себе, пожалуйста, по цвету варежки. Варежки. И такого же цвета нечетное количество кружочков. Это сипин. Такого же цвета. Но если хотите, можете кому-то подарить. От 3 до 5. Ну, 3-5, нечетное количество. Я думаю, что вам нужно в любом случае с собой взять. Ну, лучше 5. Возьмите 5, там по 5 на всех должно хватить. Я пошлю 5 чего? Такого же цвета кружочка. Какого же разного размера, даже один цвет такой же, как варежки. Красный ведь очень интересный. Разного размера кружочков 3-5. И разного цвета, да? Нет, одного. Такого же, если варежка разного размера. Штук 5. Я объясню почему. Потом уже кто сколько успеет. Как вот успеет, да, конечно. Девочки, я здесь флешки чьи-то, можно брать? Так, сейчас до обеда у нас еще остается один мастер-класс. И последний до часа. Ну вот я до обеда потом у него буду. Ну, еще после верши. Я могу свернуть. Дарья Геннадьевна, можно свернуть? Свернуть нельзя? Ира Плаксия позвонила, сказала, смотрит. А можно? Я все сама А где у вас мой компьютер? Ну, Но вы есть в любом компьютере. Мой компьютер в том числе. Ну, у меня средняя. Так, ну что? Офигеть. У нас 5 минут, то есть еще 5 минут, и мы начинаем работу. Я могу прислать сюда, да? Сейчас еще 5 минут, и мы начнем. У нас как раз остается время 40 минут, я думаю, что как раз... Так, девочки, как лучше будет? Сначала просто мучает сустав. И поставить на стол. Правый смотрю.
Главное, что он решает, да. А можно и вот так? Пауза. Я сегодня у вас этот ведущий идиота. Ничего, что так? Ничего. Это Уже просто будете мы начинать. Нам нужно Сейчас вот эти сразу туда и туда. Можете зайти на площадку ВКонтакте сейчас. Все мастер-классы уже там стали. Поэтому я презентацию сильно Я сама сейчас представляю. Ну что, коллеги, давайте, у нас последний мастер-класс. До обеда еще 2 мастер-класса будут после обеда. Поэтому я представляю еще одного нашего мастера. Сейчас нам мастер-класс проведет Король Светлана Анатольевна, преподаватель Ижевской детской художественной школы города Сыктывкар. Тема ее мастер-класса «Поймай снежинку». А все остальное Светлана Анатольевна расскажет сама. Уважаемые коллеги, я хочу вам представить такое интересное и увлекательное занятие. Да? Тема вообще снежинок на варежках, она присутствует, мне кажется, во многих зимних каких-то заданиях. Я и сама на композиции, вот этот сюжет, снежинка на варежке, очень часто детям советую сделать и использую его. Вот. Почему именно такой формат? Мы сейчас начнем сразу работать, чтобы мы быстро делали эти варежки, это творческий продукт, а я потихонечку буду говорить, почему именно в такой форме и почему именно, как бы скажем, в таком формате. Вот. Задание рассчитано на любой возраст. Вот. Так как мы в художественной школе занимаемся с детьми от 5 лет, это можно, в принципе, дать 5-летнему ребенку, просто упростив задание. Вот. Ну, сейчас примерно лет 7. Вот вы представьте себе, что вам лет 7. То есть, когда детки помладше, мы даем уже готовые вырезанные шаблоны полностью, вот, и варежек, и кружочков для варежек, для снежинок будущих. Если ребята постарше, то мы даем вот такой вот, мы даем им шаблон, возможно, да, и для кружочков мы используем подручные вообще такие формы, крышечки, да, можно от гуаши, можно от каких-то более больших баночек. То есть я стараюсь не давать картонные шаблоны вообще вот для каких-то дополнительных элементов, чтобы ребята вообще пофантазировали, да, чем они могут пользоваться в процессе своей творческой работы. Вот, чтобы не было таких помощников. Да. Если ребята еще постарше, то есть это и для старшего класса нужно вообще дать задание, они сами могут разработать свою варежку. То есть предложить им обвести свою руку, да, то есть по размеру примерно обвести свою руку, придумать какой-то элемент, то есть самостоятельно, да, свою личную, и у них будут такие разнообразные работы. Еще важный момент, что разработан этот шаблон на формате А4, да, то есть стандартный размер бумаги, которая продается в магазине, то есть это можно и на уроках ИЗО в школе проводить, то есть ребенок достал свою папку с картоном цветным, да, и смело все расположил. Вот, то есть возраст не ограничен. Если по этому мастер-классу вы захотите провести какое-то занятие, там можно, то есть урок какой-то, можно уже составить задачи на определенный путь. Вот, давайте мы потихонечку начнем. Мы должны в итоге получить готовый творческий продукт, который поднимет настроение, он такой новогодний, да, может послужить открыткой, подарок, да, то есть можно подписать еще с Новым годом бабушке, кому-то учительнице. Вот, можно сделать всей семьей такие варежки, да, и поставить под елочку. Будут у каждого больше-меньше, папина, да, мамина, то есть всей семьей это заниматься. В принципе, мы недавно это и делали. Вот. Значит, в чем задача? Вы сейчас берете краску, подбираете, так как мы все творческие люди, подбираете краску
свои варежки. Желательно, чтобы было всего 2 цвета на варежках. И потом мы добавляем белый цвет в снежинки. Почему так? Работа декоративная, носит декоративный характер. Да? В декоративных работах нужно обязательно ограничивать количество цвета. Это очень важно. Да, вы можете это делать уже по-своему. Значит, мы стараемся расписать варежки таким образом. Цветом там желтый, я могу желтую дать еще. А вот тут вот желтенький. Я сейчас объясню и раздам еще красный. Вам не хватило? Да, а вот есть еще одни прям варежки. Да, есть, все есть, да. Только что-то у нас кружочков должно быть много. Так, уважаемые коллеги, у кого-то больше 5 красных кружочков. У меня есть один. Потому что вроде бы я готовила. Обратите внимание на то, что Мне сказали, да, 3-5. Но желательно нечетное количество, сейчас объясню. Желательно нам таким образом подвести, это, конечно, не обязательно, но расписываем мы варежки, оставляем место для снежинок. У меня, конечно, есть 2 варианта. Полностью, да, расписанные каким-то орнаментом варежки. Но вот так мне показалось эффектнее. То есть мы составляем узор таким образом, чтобы на ладошках осталось место. Конечно, в этом задании, если его еще дорабатывать, да, подробнее и как-то по-своему, можно и национальный компонент использовать. То есть дать ребятам схему в форме орнамента, например, да, или какой-то росписи традиционной, и использовать ее в наших варежках. То есть вы получаете знания и о росписи, да, о каких-то элементах, о декоративности работ, да, и еще и пробуем практику. Белый старайтесь не использовать в росписи, потому что он нам будет мешать нашим снежинкам. Мы берем 2 ярких цвета, желательно 2. Допустим, желтый он ко всем варежкам подойдет. То есть я так нарезала, что желтый, зеленый, он подойдет ко всем варежкам. Всех наших цветов. Это такая подсказка, да, что у нас получилось. Вот смотрите, когда мы даем это занятие, например, я рассчитываю на детей от 10 лет, то есть это 1 класс художественной школы. Когда мы рассказываем, начинаем с ребятами, да, выполнять это задание, какие средства композиции, да, мы тут можем вообще с ними рассмотреть. Это симметрия, да, симметрия. Это, определенные законы, конечно, в конце, да, то есть закон целостности, закон подчинения элементов и так далее. Это ритм, сейчас вот у вас происходит ритм линий, да, потом у нас будет ритм пятен, когда мы к снежинкам перейдем и будем их располагать. И вот еще такой момент, почему же снежинки у нас отдельные, так как отдельный элемент, хотя они потом соберутся в единое целое, чтобы у ребят была возможность выбора, когда они будут перемещать эти элементы на варежках, то есть найти наиболее гармоничное, да, расположение. Когда они просто рисуют эти снежинки, вот они уже провели одну линию, да, и все, у них нет возможности переместить, исправить, это уже будет неаккуратно. Вот, а когда у нас отдельные элементы есть, и в конце мы их попытаемся расположить на наших снежинках, на наших варежках, тогда уже будет, да, все гораздо лучше. И опять же,
вот эта тема составления композиции, вообще грамотной композиции, меня лично как педагога волнует, тут коллеги не дадут соврать, я вообще эту тему болею ей уже не первый год, и разрабатывать эти различные упражнения, такие несложные, да, которые можно включать в блоки, большие блоки, там, постановок, да, композиции на уроках. То есть вот даем, например, что там, какому-то блоку, какие у нас темы там, ну, какие там, что такое. Да, композиция, стилизация, да, то есть мы можем быстрое упражнение на одно занятие, там, на 2 урока, да, дать с этими варежками, то есть чтобы они немножечко подвигали, поперемещали, пофантазировали, да, ну и опять же, как раз вот в декабре, да, можно, как новогодний такой хороший, творческий, яркий продукт, да, и он, в принципе, на любой возраст. Школу. Или, да, школу. Опять же, со всеми классами, если мы сделаем, да, это несложно. И оформить сначала в школе, да, потом раздать своим близким. Школа, я не поняла. Так, я сейчас здесь снежина, разложу. Вообще, если вы работаете с малышами, допустим, нельзя и сразу подготовить маску, что немножко ускорить, немножко гуашь, далее уже надо. А если мы работаем с малышами, то можно, я вот поставить белую, это тоже с вашим цветом, да, можно да, кстати, вот о том, что вяжу, и может тоже, это, конечно, для ребят постарше можно предложить схемы снежинок. Ну, где-то подсматривать, где-то какие-то элементы, допустим, да, брать, чтобы снежинки получились разнообразные. Конечно, их прям скопировать, возможно, не получится, ну, до конца именно такими, да, сделать. Но здесь вот даже схемы вязания снежинок, то есть тут как элементы, допустим, как, ну, немножко другое. То есть мы можем использовать схемы для вязания снежинок крючком и использовать ватные палочки, да, потому что в таких схемах очень много кружочков. Да, мы с малышами можем ватной палочкой. Здесь смотрите, тут мы сильно не мочим, да, кисточку в воде. Если у нас краска гуашь свежая, пастозная, да, то есть мы сильно не мочим, чтобы цвет получился яркий. Сейчас я вам преподаватели, воспитатели детских дошкольных учреждений, они с удовольствием посмотрели этот видеоролик. Таким удовольствием, как будто это занимательное кино. Вот это
быть, музыка, может быть, ну вот кто, ну все примерно, да, возраста такой. Эту сказку, да, мы смотрели 100 раз. Можем столько же А я смотреть. 100 раз ее пересматриваю, столько же можно смотреть еще раз. Если мне спросить, что из сказки посмотреть, я же отвечаю. И одежда оказалась. 10-й, 20-й. Какие хорошие сказки. Все. А они чешские, да, какие еще были? Очень это смотрится эффектно на какой-то новогодней полочке, да, когда и свечи, ну или под, ну, свечи там безопасности, да, ну, какой-то декор. Ну или под полочкой. А мы сейчас делаем где-то такой круг, вот не хочется как бы каком-то столе сфотографировать вокруг вот так солнышком, да, разложить. Ну и получается достаточно быстро. Если уже, конечно, на большем доме, мы уже там. Мы уже транслируем. Еще такой момент, когда мы начинаем снежинки расписывать, да, постарайтесь, чтобы края кружочков были заполнены белым, да, хорошо, краями. То есть добавляем туда побольше, ну кто-то, да, кто-то быстрее, у кого-то опыт То есть мы сейчас почти не смешиваем, мы да, работаем мы только работаем чистыми красками. чистым цветом. Чистыми Я, красками. да, еще раз, ну, акцентирую внимание на то, что если это дети помладше, лучше сразу выложить им набор, да, то есть белое, ну, не прям набор, но какой-то ограниченный выбор. Вот. Тогда процесс ускорится еще. Ну, здесь можно, опять же, вот в процессе работы, да, ребятам, контраст. Да? Допустим, контраст цветов, да, контраст цвета, нюанс. То есть это все можно в процессе работы напоминать, рассказывать. Да? То есть у ребят закрепляются какие-то знания и о цвете. Вот уже пошли какие-то такие творческие фантазии. Нас надо погрузить в это состояние творчества почаще, чтобы мы могли ну что отдохнуть, но какой-то свой новый месяц. Да, вот для нам приятно, И еще тоже такой момент. Я не сторонник того, что вот в этом задании сгибать лист сначала. Да? То есть мы можем согнуть пополам и вырезать варежки, эту варежку строго симметрично. Пусть они будут немножечко разные, да?
потом оно, ну, хорошо ли изгибается. Нужно делать, а? Отдельно мы вырезаем и сгибаем потом по линии, да, в центре. И они немножко разные. Ну, в этом такой тоже, да, живость, скажем. Можно, в принципе, педагогу обвести ладошку ребенка. Да? У каждого, конечно, не у каждого, у малышей можно привести. Здесь еще такой воспитательный момент, да? Мы воспитываем, что главное качество художника – это терпение, усидчивость, да? Аккуратность. То есть то, что говорит о склонности ребенка к творчеству. Вот поэтому, ну и потом в результате у нас видно, кто более усидчивый, да? Кто не особенно. Главное, все знают, как снежинки тают, да, с чего начать. С центра, да, в центре ставим белую точечку, примерно в центре, и потом от нее начинаем, да, уже располагать какие-то симметричные линии. Снежинки всегда 6 лучей. Ну, можно, да. Ну, это уже творческий, да, то есть вы не обязательно прям можете придерживаться, да. Вот замораживали музыку, там были разные снежинки. Нет, кристалл может по-разному замораживаться. А если Какой физики? нет, там может быть как рубчатая система, нет, это не разные кристаллы, да. А если снежинка, то она шестиугольная. Стараемся сильно в центр, я сейчас сюда вообще я сторонник необходим, да, допустим, старшие дети разные, не особо ровные. Опять же, приобретение. Почему мы выбираем нечетное количество снежинок? Для того, чтобы нарушить симметрию, которая у нас так ярко выражена, да, в самих варежках.
у нас варежки когда сами по себе слишком симметричные, то есть это симметричные объекты, мы немножко добавляем асимметрии, да, нарушая, создавая более динамичное, скажем так, изображение, да, степень. Постарайтесь, да, края запомнить. Это важнее, чем в середине красоту. Сделать более такие, какие-нибудь более крупные, возможно, элементы на краях. Ну, если у вас места много в центре, то это, возможно, и не принципиально. Да? Можете приложить, посмотреть. Прежде чем приклеить, надо сначала посмотреть. Да, мы должны расположить, подумать, да, подвигать. То есть мы сначала расписываем все. А потом ищем место, куда она может упасть. Да. На ладошку. Можно их так, ну, поиграть с детьми, да, там, на самом деле. И поймать варежками, да. Снежинка может оказаться абсолютно в любом месте. Да, то есть ребята могут и поиграть, особенно малыши, да, взять эти варежки. И поймать снежинки на варежке. Ну, вот эта варежка, это ребенок 11 лет. Это детская работа. Детская. Это детская, а здесь пополам, начато взрослым, это я пробовала первый вариант, когда разрабатывала. Такой мастер-класс сначала надо сделать самой, прежде чем. Просто вот в голове, да, что-то крутится, вот зимнее, и вообще я вот этот сам сюжет, ну, его часто вижу, да, и на детских работах, но именно почему-то на нарисованных не всегда. Вот, сюжет варежка, у меня у девочки была такая работа, ну, автопортрет, да, и снежинка на варежке. Вот, так очень эффектно всегда. Вот, потом малыши тоже делали вот у нас вот, но почему-то это нарисовано, либо ну, мне хотелось по-другому, немножечко более, ну, теории добавить, учить именно того, что... То есть это совершенно новый мастер-класс, он не проводился, он проводится практически... То есть здесь мне хотелось именно вот возможность выбора, возможность учить теорию, да, для детей. Повторить, что такое симметрия, асимметрия, ритм, да, линии, пятен, потому что мы редко это практически работе, да, повторяем. Вот. Возможность выбора расположения, да, элементов, как бы, ну, то есть, опять же, как лучше, да, то есть как нарушить асимметрию, как сделать. Вообще в композиции очень важно знать теорию. Это мне, потому что в основном у нас, ну и мы сами, да, и дети рисуют интуитивно. А мы им иногда говорим, подвинь туда, подвинь сюда. Почему? Он должен понимать, почему нужно подвинуть элемент в другую сторону. То есть, почему нужно находить какое-то место для восприятия. Да. Почему именно в ту сторону надо повернуть какой-то элемент, да? Где-то там добавить формат. Он должен понимать, почему это.
что в одном месте эта снежинка будет смотреться, а в другом она не будет смотреться. И он сам это увидит, да? То есть он положил в одном варианте, а мы подходим и говорим, например, да, попробуй вот так. И он двигает и видит, что да, так лучше. Когда он просто нарисует, это уже возможности выбора. Исправить нет возможности. Да. Исправить нет, а вот так они могут подвигаться. С точки зрения композиции, да, это очень интересно. Я думаю, вы его проводили. Пока нет. Но на вот массовом варианте вы первые. Сейчас на работе, я думаю, что... Ну, погода сейчас можно. То есть я как бы уже увидела идеи самой Вальши. Они озвучены вами, потому что в самом деле иногда у нас проблема оформить период школы. Да, проводим пару таких мастер-классов. Под девизом прямо. Да, украсим школу, поздравим учителей или еще что-нибудь. Это просто какой-то сразу стиль, да, такой образ. И сразу стилистика оформления, она вырабатывается, то есть фактически мы или отдельный класс, или отдельную аудиторию, или отдельную школу можно на Новый год сделать абсолютно оригинальный. Ну и вообще, допустим, в гости пойти там, да, как-то, или там к бабушке, например, кому-то ребенок может сделать. Да, соцпроект. Украсить, например, там детский сад, поможем там, малыша. Или подарок, подарок бабушкам, пожилым людям подарок. Ну, это уже как воспитание соцпроект. Но тем не менее бабушка так радуется этому. Когда к ним приходишь, они так этому рады. Ну, даже одно время вот на подъезде всегда вешают, в школу делают, как 9 мая, какими-то такими праздниками. можно сходить в больницу. Да. Делать Детки, которые лежат, да, в больнице. Ну, вообще, некоторым лучше сходить с мастер-классом, если не сами сделают. Ну, там не всегда пускают больницу. Там на таком разрешении еще. Там очень легко пускают. разные. Сейчас правила такие, особенно в детском отделении. Спокойно, просто могу поехать, там занятия. Я очень рада, мне нас могут нельзя, у нас всегда невозможно. Нет, у нас-то всегда очень. Все равно человек может так не будет. У нас волонтеров детей старших. Три клеточки на север, три клеточки на юг. Памфлет как центральный, знаете, как здорово. Стороны света проходим. А это графические цвета. А вот мы, допустим, папашками придумали, сначала мы просто рисовали снежинки от точки. Нет, разные можно, там любые животные разные. Ну нет, а это именно север, юг, английском. Запад, восток, северо-запад. Там также вправо, влево, вверх, вниз, по диагонали, вниз, по диагонали, вверх. Это понятно, это вот когда рисуешь конкретно там домик, рыбу, да, животное, а тут именно привяжут именно вот чисто по сторонам цвета. И все получается. Даже ну вот сейчас вот самый маленький ноябрь, да, больше нравится, чем просто конкретно. Сколько вы сегодня вот за эти 2 дня приемов рассказали? Я думаю, что те, кто за нами наблюдает сегодня, да, то есть мы получаем не просто наслаждение, но мы еще получаем большой опыт. То есть очень много рекомендаций, очень много советов. И сколько домой вы приносите. Я вот не знала, как бы
проблема одна. То есть проблема собрать уже вот на деньги нельзя вот собрать. Да, сами за свой счет сами покупаем. У нас с родителями нельзя собирать родителей. У нас если один пошел в прокуратуру, то это все. Забывать, что у нас идет трансляция. Сильно слышно. Заходите, посмотрите, да, конечно. У всех со склонностью к творчеству. Хочется забыть. У нас сегодня не идет. Без работы сегодня тоже взрослая. Очень взрослая аудитория, все. Специально будет организован, да, Если вы, да, нашли, поймали, да, поймали. Ну, вот для детей постарше можно клей другой выбрать. Да, допустим, момент кристалла. Пачкает, не пачкает, да, мы можем только, вы можете, кстати, не полностью, да, где-то в центре, чтобы сбоку немножечко она упала. И момент кристалла не пачкает корпусом, да, он схватывается вообще. Снежинки прям вообще, и ажурные. Это, конечно, вот использовался такой декоративный картон, да, отрезки, да, отрезки от картошки. Вот, ну, цветная бумага сейчас продается, да, и картон разный. Потому что город тетрадка, обычная тетрадка. Просто теряется. Просто тетрадка, да, она, ну, возможно, у которой плотные листы, но там вот эта мелованная бумага, она так не наклеится. Ну, то
есть она... Нет, не обычную тетрадку зеленую, так что вот используют Зинтагли. Обычную тетрадку Анна Витальевна, она делает тетрадку и... Кстати, можно тетрадку такой подарок с снежинками. Обычная тетрадка такая, надо, классическая, Тонко, да, вот эффекта такого не будет. Я Нет, пробовала. будет не делать. Дело в том, что просто если взять также обложку, другую сделать, только там нужно не этой, а белой гелевой ручкой. То есть немножко, да, может маркер, может быть фломастеры, да? Поменять. Технику немножко поменять, и, собственно, Можно тоже сделать. Видите, какая идея, кстати. Хотите клей, да? Там где-то есть? Тоненькую кисточку? Я могу делать. У меня есть там. А у меня шпальня. Вот там. Вот это вот щетинка. Просто вы можете полностью не приклеивать, да? То есть серединки намазать клеем, чтобы не пачкалось по краям, да? И немножко такой эффект, что они вот такие более объемные. Там на столе вокруг сфотографировали, потом я ее сначала. Да, сначала там все вместе. Ну, в школе сделано, я в школе сделала. Можно на ниточке. Даже двусторонно Знаешь, сделать. ну, знаешь, есть такая красивая такая. И вот сюда, так, еще такая, знаешь, как рисунок. Я подумаю. Типа как кеды. Если вешаешь, да. если вешаешь, то это двусторонно. Да. Хотя они вот допустим, как-то и так. Да. Стены, конечно, украсить большими снежинками. Можно вот это, вот смотрите, если какая-то вот такая есть элемент, вот так выставите Да. или в окно. В окно. Да, вот тоже. Так, Да, вообще. я у себя рисую. Да, маленький. Чтобы вот это именно рисунка вот еще. Я маленький окна сделаю вот эти. Это раз видишь ваши окна, вы с варежкой. А можно знаешь как? Можно не обязательно. Ну вот там Пошло уже у нас воплощение. У нас уже рождается, это уже у нас пошел новый штурм, да? за всеми классами нарисовать и работать. Я говорю, просто у нас нет столько внимания уже. Да, очень нужно, чтобы еще картон был матовый. Двусторонний не обязательно. Если мы ставим вдоль стенок, вторая сторона не обязательно. Единственное, что Я просто думаю, что это если это стоит работа, да, она вот стоит. А ведь по идее можно ведь ее перевернуть, подклеить, подвесить. Да, мы уже вот подвесили, как на резинке, на резинке. Вот это, знаете, вот такие есть тесьма вот такая. И вот ее приклеить сюда, как вот резинка.
Как рукавичка, да? Да. Тоже я вот почему говорю, что это один из элементов декоративного оформления интерьера. И когда дети будут смотреть на эти свои варежки, они будут вспоминать, что теорию. Можно и другой. У меня как больной вопрос. Нет, зачем деваешь? Да, складываем. То есть они будут визуально вспоминать то, как они это делали, будут вспоминать теоретические знания, которые они получили, закрепили. Любая работа, которую они делают, повторение. Идешь, каждый раз вспоминаешь. Я до сих пор Повторить, что я делаю потихонечку, пока другие заканчивают, вы свои рабочие места приведите в порядок. И потом, как всегда, фото на память. Мы тут сфотографируемся, и отдельно варежки, если можно, по кругу разложим, вот так, солнышком, да, и Потому что даже дети не могут красиво все равно смотреться на поле. Да, потому что Они издалека вообще лучше. он кружочек, он составляет вспоминание. Или самый главный. Коллеги, в группе ВКонтакте все мастер-классы уже выставлены в слайд-шоу, можно посмотреть, можно еще раз вернуться. Представлены работы, представлены участники, и можно делиться мнениями, впечатлениями и благодарить своих учителей, которые нас сегодня учили делать такие замечательные вещи. Я тоже Человек не сможет спокойно. У тебя всегда было здесь декоративно получилось. Мне кажется, наоборот, правильно. сейчас хорошая идея закрасить. Так, ну что, коллеги, варежки ваши взяли в руки. А если еще не наклеишь, Да, варежки чтобы уже все было готово, да? Да. И как всегда, вот мы с варежками вместе. Нужно вот так сфотографировать. А я еще даже не рисую. Самое главное — это Меняем рисование, я так, листочки потом уберем. У нас будет время. Давайте сфотографируемся. Также повыше немножко. У нас чтобы 3 было, но пейзаж к концу дня. Нам еще пейзаж надо. Присоединяемся, кто заканчивает. Немножко потеснее, чтобы вы поместились Сюда. Да. А вон еще Свету мы посадим вперед. Свету посадим вперед. Да, как? Видите, свет остается.
сзади. Юля немножко ближе надо. Так, еще у нас, давайте, девочки, у вас тоже неплохие. А вы можете не все пока наклеить, Хотя бы хоть пару снежинок наклейте. Так. Вы как хорошо смотритесь. Ну-ка, давайте, быстрее присоединяемся. Девочки. Людмила Владимировна. а потом доделать. Потом всегда главное, можно даже приложить их, они Да. не слетят. Чуть-чуть плечиками, чтобы потеснее были, да, чтобы можно было на ладошки положить. Людмила Владимировна, все на ладошки. Да. Ну, можно так. То есть идея какая-то. Людмила Владимировна, вас ждем. Людмила Владимировна, бегом. Так, девочки, смотрим сейчас на меня. У вас улыбочка. Все снежинки. Людмила Владимировна. Все подлетело. Так, чиз, девочки. Все, молодцы. И еще снежинки. Спасибо, коллеги. Сейчас у нас обед. С часу до 2 трансляции не будет. Поэтому мы приглашаем вас к 2 часам на другие мастер-классы. Светланы 2. Давайте с вами втроем. Я понял, я смогу так презентацию сюда показать. А как можно?
с этим еще как. Будут можно хотеть? Да, можно, конечно. Это такая у вас Так, все, Дима, начинаем, да? Добрый день, коллеги. Мы продолжаем серию мастер-классов. В первой половине дня у нас прошло 3 мастер-класса. Информацию о проведенных мастер-классах можно увидеть в группе ВК на сайте конференции. И сейчас мы продолжаем наши мастер-классы. Сегодня наш мастер Земская Светлана Владимировна, она преподаватель гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова, город Сыктывкар. Она нам проведет мастер-класс, она назовет сама, потому что у нее заявлено 2. И какой из мастер-классов она нам проведет, она расскажет нам сама. Вам слово. Здравствуйте. Мастер-класс сегодня новогодний сувенир открытка. Особенность техники в том, что здесь мы будем комбинировать несколько разных приемов. В итоге у нас должна получиться такая открыточка, ажурная, пролетная. И сразу же я покажу, какие варианты вообще возможны в будущем, да? Что это может быть не обязательно елочка, что это может быть и какой-то другой элемент. Например, вот мы делаем снежинки из квиллинга, и потом, чтобы они эффектнее смотрелись, то можно тоже применить такую технику. Приступим. Для создания такой открыточки нам понадобится во-первых, цветной картон темного цвета квадратной формы и цветной картон светлого цвета прямоугольный. В данном случае у нас формат 20 на 20, а внутренний картон получается с уменьшением на 1 см. Если было бы 10 на 20, то у нас 9 на 19. Для того, чтобы образовалась небольшая рамочка, выразительнее смотрелся светлый тон и не мешался при закрывании. Больше даже для этого. Потому что если мы сделаем такого же формата, то оно будет мешаться. Получается, что мы с вами первый этап прошли, подготовили уже основу. Для того, чтобы ускорить процесс, мы с вами займемся непосредственно елочкой. Для того, чтобы разместить елочку, первое, что нам нужно будет сделать, это создать такую небольшую рамочку. Для этого мы от верхнего края отступаем сантиметр, от правого, от левого. От нижнего края отступаем 4 сантиметра. Для того, чтобы этот процесс ускорить, я тоже вам подготовила шаблончики, поэтому можно прямо по шаблончику приложить и обвести. Кто быстро владеет линейкой, то мы делаем линейку. И хотела еще для сравнения показать, что когда рамочка 1 сантиметр, получается вот такой вот прямоугольник. Если мы сделаем пошире рамочку, поуже внутри, да, то более вытянутый такой формат получается. То можно, в принципе, делать потолще эту рамочку. Но тоньше точно не стоит, потому что будет край разрыв. На разрыв опасное место получается, что тоньше сантиметра не стоит. Сейчас берем линейку и отмеряем. Сверху сантиметр, слева справа сантиметр, снизу 4 сантиметра. Организуется поле восприятия, самое активное поле восприятия в открытке. Обычно, когда у нас такую работу делают дети, они почему-то привязывают основное изображение к краю листа, что, собственно, делать нельзя ни в коем мере. И вот сейчас вот вам просто показывают прием, как выделить самое активное поле для открытки, в котором, видите, будет сделана основная работа. Сейчас важный момент проверить, что у вас светлое поле оказалось слева, да, когда вы открываете открыточку. Потому что, да, основная вот на этом этапе ошибка, что открытка потом неправильно может открываться. Да. Что открывается у нас справа налево, да?
у нас теперь появилось это поле. Дальше нам внутри нужно теперь разместить эту елочку. Это получается такой у нас тоже достаточно интересный этап. Это может быть отдельным даже уроком на стилизацию растительных форм. И некоторые дети сталкиваются с огромной трудностью, они такие сразу задумываются, как елку вообще нарисовать. Да? И тут мы вспоминаем, чем отличается береза, чем ель отличается, да? И вспоминаем, что ель у нас в форму треугольника вписывается, и поэтому первоначально мы... Сегодня я тоже подготовила шаблончики, чтобы мы долго над этим не задумывались, потому что этап прорезания, вырезания очень долгий. Но основа это все равно мы начинаем с того, что намечаем, можно наметить треугольник, а потом уже создавать различные формы. Здесь такой будет комментарий, что легче всего вырезать формы прямые, да, и угловатые. Форму по дуге тоже достаточно легко вырезать, а вот когда пытаются создавать вот такой вот округлый вариант, да, более плавную такую елочку, она будет требовать больше времени на вырезание, потому что тут очень сложно по круглой форме вырезать. То есть если времени недостаточно, то можно вот такие варианты делать. Если времени не очень много, то лучше брать вариант простой. Сегодня мы с вами по шаблончику намечаем, а так, когда вот мы с детьми делаем, то они первоначально рисуют на отдельном листочке, да, а потом мы при помощи кальки переносим. Получается, что мы рисуем здесь, переворачиваем, тоже карандашом прорисовываем, прикладываем к открытке и точно так же опять обводим. Заодно как раз рука привыкает к этой форме. Нет, вот здесь мы прям карандашом, вот с этой стороны. Мягким карандашом, да, и оно отпечатывается и больше даже... Да, сейчас я вот как раз это продемонстрирую. Наш рисунок с обратной стороны по этим же линиям. Ну, можно классическим вариантом прям вот закрыть, да. Да, вот так вот. Тон вот этот создать, просто этот лишний карандаш должен быть мягкий. Очень мягкий, да, лучше. Но на теплом картоне мы все равно больше потом будем видеть, даже за счет не карандаша, а за счет надавливания он продавится. Ниже? Нет, выше, вот этот сантиметр. Вот так прямо к рамке. Ну ничего. Да. Она должна немножко заходить чуть-чуть на рамочку, иначе если мы прорежем, у нас звездочка выпадет. С обратной стороны. Создали. Да, и теперь мы тут. А вот когда обводим, лучше брать карандаш потверже. И хорошенечко продавливать. Вот такой вариант попроще нельзя делать? То есть из картона можно, ну вот смотря какие задачи ставятся на это задание. Если это в рамках дополнительных каких-то занятий, классного часа, того же самого, да, то лучше, конечно, приготовить шаблончики. Но мы это выполняем в рамках урока по бумажной пластике, и заодно у нас по основам дизайна есть тема стилизации. Поэтому мы соединяем вот эти как бы две темы и шаблонами не пользуемся. То есть каждый ребенок, он сам свою елочку придумывает. Вот. Получается, что она отпечатывается здесь. Ну, это какая-то не надо, потому что потом аккуратнее. Это вот аккуратнее. Да, потом не нужно будет стирать пластиком, и уже готово чисто. Чтобы она была сюда. Так вы сделали? Так, а вы уже в следующем этапе пришли? Ну, то есть по шаблону, конечно, это в разы быстрее получается. Нам надо показать все способы, как можно перенести изображение на открытку. Да, но знаете, что каждый вариант, в принципе, возможен. В зависимости от того, какие задачи ставятся. Если это учебная задача, там можно, в общем-то, вот как сейчас сказано, это стилизовать елочку, выбрать момент или нет. А когда вы делаете, допустим, с публикой не совсем подготовленной, то лучше все, когда у вас заготовка. Как не классное мероприятие. Как они дают, как не классное мероприятие. Ну, уроки ты не успеешь делать.
На уроке нет, это, Но это на не уроке- один час. это точно не урочное занятие, точно. Если только стилизировать елочку. Да, Да. и вырезать. Вот, То есть вот у нас появилась наша елочка. Теперь, чтобы елочка в открытке держалась, да, мы вот как раз и создаем вот эти вот полосочки, так называемые гирлянды. Мы можем представить даже, что гирлянды, как вот сейчас конфетти такое, да, бывает. А может быть, это и дерево на заднем плане. Может быть, да, и лес вообще. Лес может стоит, быть. как ветки. Ну, Ветки и деревьев. Дети как раз любят, когда как ветки. А может быть, это морозные узоры какие-то. То есть тут тоже могут быть различные варианты. И мы теперь нашу елочку соединяем с рамкой. Тут как раз обязательно, чтобы эта лента от рамки до елочки доходила. Эти варианты тоже могут быть не только прямые, да? Да. Вот если вы хотите гирлянды, вот как раз можно вот полукругом сделать. Ну, это вот как раз, да, вот эти Вот такой вариант. Может быть, такой вариант. Или Или просто полукругом сделанный. Ну, легче всего на самом деле вырезать Прямые. не совсем прямые, а чуть-чуть по дуге, потому что рука сама как бы немножко, когда мы усилие придаем, она немножко так сгибает, и дугообразная форма хорошо получается. Тут можно без линейки, лучше от руки, потому что вы все равно Нет, самое главное, чтобы у вас эта полоска соединялась Да. с елочкой и с краем рамки. Вот это очень важно, потому что это трафаретная техника. Если вы это не сделаете, вы можете элемент выпасть. То есть елка может повалиться у вас. А этого вы, конечно, не хотите. Можно даже создать эффект гирлянды. А верхушку здесь может быть какую-нибудь еще верхушка елочки. Как гирлянда. Или знаете, что можно? Флажочек видишь, можно даже флажочек. Да. Ну, вот кружочек, а потом туда вот кружочек, вот клининговый кружочек. Вот вы просто кружочек здесь нарисуйте, и вы этот кружочек, вы его оставите, и в этом месте у вас будет как бы вершинка. Вершинка можно. Из клининга уже добавить. Показываю просто. Вот, видите, вот такой кружочек, он соединится с краем, вот он соединится. Но на самом деле вершинку не обязательно Да, соединять. нет, я просто вам говорю, да. У меня соединилась сама по-шаблону. Ну, просто у них очень маленькое расстояние. Ну да, если маленькая, то лучше соединить, чтобы не было смысла. Да, тут вообще, конечно, нет смысла их убирать. Немножко можно. А здесь то есть, это нормально, когда здесь можно вообще не убирать, потому что здесь елочка будет держаться хорошо. Здесь, да. Нам главное именно вершинку, чтобы она потом не болталась. И не цеплялась. Если мы будем аккуратно ее убирать. Ну, вообще, да, когда мне дети приходят на бумажный класс, я первое, что говорю, так, быстро все пошли помыли руки. Потому что бумага, грязные руки вообще. Потому что это все потом будет. Можно себя складывать. Там зал хорошо, и он потом зал, видишь? Конечно, может быть, он будет так не
маленькими бутылками варить. Но намерить лучше их все сразу. Потому что если вы потом уже... Всегда есть. У нас мастера, мастер у нас работает. Вам сейчас лучше. Либо в серединке прорезку сделать. Сделать потихоньку полосочку, чтобы она как-то украсила. Вот так можно. Да, но очень аккуратно, толщина должна сохраниться. Вот на этом этапе пластиком все-таки стоит воспользоваться, особенно где у нас гирлянда с елочкой соединяется, на всякий случай, вдруг, когда будешь резать забудешь, лучше вот эти линии все убрать сейчас, чтобы потом при прорезании не забыть, что там не надо. То есть с елочкой вот здесь. Вот здесь мы внутри не режем. Понятно, но потом, когда начинаешь, нет, когда начинаешь резать, что-нибудь задумался, и рука сама пошла. Даже для профессионала бывает, что может пролететь, забыть. Для полутики кажется все. Понятно. Ну там или увлекся, и раз, и все линии просто режешь, и режешь, и режешь. И они такие простые. Ну и теперь наша задача промежутки, которые у нас получились между гирляндами, вырезать. Да. Лучше это делать стоя. Ну, нет, работа маленькая, здесь нормально сидит. Единственное, что лучше начинать это как раз с прямых линий, с края, не возле елочки, а вот прямую линию сначала проводить, а потом уже возле елочки. Большие работы, а здесь, конечно, все удобно. Кому как. Ну, вот эту работу делают уже те, кто знаком с языком. У меня второй курс уже работал. В принципе, проблема не возникает, потому что крупные формы резали. Здесь как раз уже то, что мелкие формы. Первое время, даже когда начинают резать, сначала такие, ой, пальцы-то как болят. Я говорю, ну вот, да, сейчас потренируем заодно. Поэтому лучше останавливаться и руки немножко разминать, чтобы не затекали. Это очень ответственная работа, даже я ничего не говорю. Да, сейчас мне так просто одно неверное движение. Линолеум, мы тоже линолеум берем, обрезки, знаете, выкладываем вот это толстый, хороший. Вот надо ставить здесь. Она работает еще. Как фиксировать? Многоразово пользуюсь. Как это фиксировать? Вот так все.
шале с много пластика. Не мешайте себе удовольствие. Ну как привыкает и делать. Да, не привыкаешь что? Не стоит, потому что масса тела помогает Держать силу, веса да, правильно. прикладываем. Немножко непривычно на линолеуме резать, как бы резак туда проваливается, да, я обычно использую картонку плотную для резьбы. Ну, зато здесь, когда ты на твердой поверхности режешь, бывает соскальзывает. Да. Но в любом случае линолеум вещь выручает. Я обычно тоже на твердо, но мне очень понравилось Мягко так. Глубина. самый задний скальчик. Да, натуральная. Глубина получается. Как картон закупаете, да, ну, прям понимаете, людей. Мы закупаем для оформления выставочных работ. Там вот, когда рамочки вырезаем, внутри рамочек остаются вот эти обрезки, мы потом вот эти обрезки используем. Ну, когда есть необходимость, то всегда у нас красок тоже. Из резака может быть удобнее скальпель, нет? Ну, скальпель просто Его хороший ручка не стоит, хороший. притачивать надо, притачивать скальпелем. Нет, просто хороший скальпель, он дорого стоит, а вот, которые дешевые, они очень быстро разбалтываются и неудобно. Можно сразу кромочь. Да. Тоже можно.
становится удобнее, начинает открывать. Дети каким удобно? Держит удобно, да? Ну, мы вот с 5 класса начинаем. 10, 11, 12 лет. Ну, лучше перед такой мелкой работой дать какие-то крупные формы порезать, тогда они не подходят потом снова. Да, если опыт не поймет, то силы как бы не нужно. Если Ну, все равно, силы, они какой-то, ну, я детей тоже заставляю всегда вставать, когда режут. дети маленькие. Ну и тут, конечно, должны быть и партии соответствующей высоты, потому что когда они садятся, они утопают в этой партии, и им точно неудобно становится резать. А стоя они над ней, и тогда им удобно. Сами придумали такое интересное. Вот это сами, да. Потихонечку она у нас собралась. Сначала просто елочки делали, потом снежинки делали, потом думаем, что бы еще так, как соединить. Начали вырезать. Потом вырезание решили соединить вместе соединить. Кто вырезал, можно теперь как раз пластиком оставшиеся линии почистить карандашные. Уже потом... Конечно. Да. Ну тут да, тут получается, даже если делаешь по шаблону, когда вырезаешь, но все равно будет уже уникальная. Все равно будет уникальная авторская работа, потому что как вяжете вы, она Второй раз уже так не полезешь, все Да. равно лучше по-другому будешь. Я же сказала, это заготовка только еще. Но уже красиво. Уже есть. День смотришь там как То это. есть, в принципе, уже даже практически Уже может быть такая. Она уже красивая, да. Этот квадрат тоже не будет? Можно Да, вот да, это все, убираем. все карандашные линии убираем. И вот это. И да, и нижнюю тоже. Сколько мы сегодня подарков? Да. Для души себе сколько подарков. Да, Очень приятно, что тема Нового года вот здесь Пожалуйста, на месяц и каждый день и по 5 штук хотя бы в день. Это очень трудно собирается. Вот все-таки в рамках конференции я могу такой подарок сделать участникам, организовать на месте. А это Я даже у себя ходила, ну давайте какой-нибудь мастер-класс. У нас был замечательный дискаунт в День учителя, вернее, 4 октября в районе. Они тоже приводили мастер-классы социальные. социальная акция. И, Да, это была как акция, и они у нас в школе, Доме культуры, проводили очень много мастер-классов.
Можно делать ярмарку мастер-классов. Собственно, и когда я в прошлом году проводила предвернисаж, девочки в курсе, они участники предвернисажа, то я где-то в январе планирую фестиваль мастер-классов, вот такой, я его в прошлом году назвала Крещенский фестиваль. И там мы провели 4 мастер-класса, и уже был праздник. Это 4 мастер-класса. Единственное, что у нас каждый день был 4 дня и один мастер-класс на один. Да, универсальный очень было районное мероприятие. Да, У нас такие можно- замечательные в районе, Дело в том, Ижевск, что они мероприятия, мастер-классы. Да, Но там больше все-таки на декор. На вот, прикладное, на посмотрите, вот вы сейчас выделили ту проблему, о которой, собственно, я хочу преодолевать систему этой проблемы. То есть, когда проводят образование, культура вроде как ни при чем. А в 30 лет я с этим... А на самом деле, вот эта культурная среда, она формируется в образовании, но при этом культура, она не должна быть в стороне, понимаете? Она должна быть, вот эстетика, форма подачи, это же и есть культура, понимаете? То есть это не ведомственное понятие, это понятие ценности, понимания эстетического окружения вокруг нас. Поэтому, конечно, мы говорим, художественная школа и общеобразовательная школа – это не разные вещи. Мы решаем абсолютно одинаковые задачи. Я тут увидела тоже в районе... Я вот это вот, знаешь, Да, мы же так, это фирменный знак гимназии. фирменный знак. Что там? Это гимназия фирменный знак. Правильно, все. Как и надо. Мы сфотографируем с фирменным знаком. Так, ну что мы продолжаем. Следующим этапом мы приготавливаем надпись. Ну, мы чаще всего используем, конечно, распечатанный текст. Можно и самим писать, но со шрифтами тоже сложности возникают. Поэтому лучше, вот здесь лучше использовать заготовки. В том же самом Word слово «поздравляю» в разных вариантах шрифтовых набрали, потом разного цвета полосочки бумаги взяли, да, и может такие разные формы. Вы еще оцените, что у вас внутри. Да, я из этого. Ну, можно сочетать с тем, что внутри, а можно потом будет сочетать с тем, что снаружи. То есть Тут как бы и так может быть. Выбираем понравившуюся надпись, ее вырезаем. Так, вырезаем мы язычком. Да. Я скажу, что язычком вырезать лучше, чем ножницами. Ну, это Покажите. быстрее, потому что Покажите. это у нас линейку положили. Качественнее будет. Да. Одно движение сделали. Вырезать языком будет качественнее. И второе движение сделали, и все. А ножницами мы бы очень много движений делали. А ножницами, во-первых, оно будет неровно. Так мы делаем всего одно движение и второе. Да, к сожалению, очень много. Резак и ножницы, линейка дает лучше. Но если с детьми работать, то да. Нет, даже насколько я уверена, я могу сказать, есть еще и ножницы канцелярские, знаете такие, что они вам дадут кривую линию? Нет, мы хорошие ножницы. Но в любом случае резак никогда не подведет. Резак никогда не подведет. Резак Резаком мы можем вырезать то, что мы режем ножницами, а ножницами мы не всегда можем вырезать то, что можно вырезать резаком. Поэтому резак у нас получается универсальный. И он лучше по качеству, то есть, собственно, в рамках именно вот такой декоративно-дизайнерской, да, лучше. И линейка в этом случае используется металлическая. Да. Ну, хорошая декоративная. Ну, при работе с бумагой, да, вообще лучше иметь одну короткую металлическую линейку, одну длинную. У нас вот набор. Ну, потом еще вяжем снежи. Да, да. Из предыдущего мастер-класса. Мастер-класса.
То есть можно соединить, скажем, все темы. Кстати, они очень плавно у нас, да, потому что сначала у нас был первый снег, а потом мы вяжем снежинки. Сначала мы проводили осень, сделали луну осенний. Тут можно приклеить можно ровный, да, а можно, в принципе, даже какой-то флажочек создать, да, или ажурно вызвать, если вот бывают ажурные ножницы, можно подрезать ажурными ножницами, чтобы какая-то плашечка такая получилась, как плашечка. Но это уже на усмотрение личный, да, вкус, желание, представление о том, что хотите получить. Форму тоже размер, да, по ширине можно поменять? Да, можно поменять ширину, можно. Да, вот получается у нас ширина с внутренней рамкой совместилась, а я хочу сейчас сделать с внешней рамкой. Можно неровно сделать, да, можно с внутренней. Да, да, по ширине внутренней рамки можно. В принципе, оно смотрится бывает по-разному, да, случайно. Просто показываю разные варианты. Можно так? Вот я сделала по ширине. Нужно качать, нужно Можно вот так. Можно даже Вот так, так можно можно дать. сделать. Иногда бывает, что мы прикрепляем. Вариант может быть любой. Можно вот сюда сделать, совсем низко, да, а можно сюда выше. Вот, если я показала все варианты. А еще бывает, что мы сделаем иногда объемные. А вот смотрите, будет красиво? Но это когда хвостики есть, хвостики. Это уже край, если красиво, ровненько, декоративно. Хвостик еще потом подгибаем. Это только ножницами можно сделать. Сейчас это меньше Ну, а хранится когда будет. меньше, там хвостики какие-нибудь, хвостики, как ленточка. Да. Сейчас лучше клеить момент, если Есть Да, если вы хотите шибочки, там я вам там. Получается вот такая штука. Если эта ситуация флажочка, кстати, да. Ну тут да, тут кто-то любит очень строго, чтобы прямо перпендикулярно все было. Кто-то любит, чтобы чуть под наклончиком какое-то движение, чтобы возникало. Потом можно будет там узорчик так пустить, что с горки скатывается. Да, потому что изначально юбка уже балится такая интересная. Ну все, тогда можно надо. Можно баловаться, она танцует и надпись танцует. Да, вот я знаю, что. Карандашный он высыхает и потом отваливается. Да, а вам надо, чтобы она сохранилась. Для этого внутри бывает. Моменты можно? Да, лучший момент. В данном случае лучший момент. Ну, либо еще можно использовать двусторонний скотч. Если еще с толщинкой, то такая вот приподнятая надпись. Тоже интересно получается. Так. Следующий этап это мы, давайте уберем, чтобы меньше. Можно просто мусор немножко вот в середину стола. Коробочки. Да, в середину стола пока, потом мы уберем. Можно вот аккуратненько собрать. Когда. Причем он может уйти, использоваться. Я на каждом мастер-классе говорю, что у нас собирать можно обрезки, потому что из этих обрезков можно сделать и мозаику, и можно сделать и конфетти, и можно украсить какую-то композицию. То есть ничего не уходит, скажем так, в это, не в пользу. То есть на все можно найти применение. То есть, вот такая работа, она учит нас, знаете, экономить материал. Очень редко на мастер-классах, когда мы поднимаем такую экологическую проблему, как сохранение и использование материала до последнего кусочка.
Да, то, что нам очень иногда, вот мы сейчас постоянно говорим об экологии, вот это один из вариантов экологического отношения к тому, что мы с вами делаем. И сохранение материала. Следующий этап мы создаем вот эти объемные наши игрушки. Тоже можно представить, что это игрушки елочные, что это гирлянды, светящиеся шарики, разные могут быть варианты. В основе это у нас получается техника квиллинг, когда мы полоску бумаги скручиваем в кружочек. И вот разные варианты, что может получиться, да, мы можем увидеть, что можно просто кружочки оставить разные цветные. Тут кто-то вот попытался сделать как елочные игрушки, чуть-чуть вытянул форму. И они такие вытянутые получились, как шишечки бывают. Кто-то вот тут вот садненькое сделал, тут двухцветные. И еще был вариант, когда... Это что можно круглые использовать элементы, можно создавать так называемые глазики, треугольники, капельки и имитировать, так скажем, елочные игрушки различной формы. Да? Можно даже попытаться сделать какую-нибудь звездочку. Но тут будет все зависеть от того, сколько раз мы будем зажимать наш кружочек получившийся. Здесь мы используем тонкие полоски, а еще есть вариант, когда мы можем использовать широкую полоску. К сожалению, вот примерно не остался. Когда мы скручиваем кружочек, то мы его приклеиваем не так, когда он у нас мылит, а боком он такой тоже как трубочка. Не в торец, когда вот здесь в данном случае кольцевое склеивание. Мы скручиваем рулик и в торец самого рулика прикручиваем. А второй вариант, когда мы можем дать объем, то есть закрепить его способом просто вот боком. Тогда появляется балет небольшой. Немножко другой эффект. Да, эффект бывает другой. Сейчас получается надо для начала 5-7 полосок себе выбрать, какие цвета. Либо полностью цветные, либо какой-то один цвет. С техникой квиллинга знакомы все, или нужно показать? Да? Объем очень показать. Конечно, больше индивидуально. Есть даже текст. Сколько полосок? Да, вот эти тоньше. Эти вот слишком, толстые. Раньше Я такой и розовый. Да, бледно-розовый. А у вас даже очень хорошо желтый, желто-зеленый, это хорошо смотрится. Желто-желто-зеленый. Можно какое-то чередование организовать, можно. То есть вот такие все подают, потому что у тебя розовый здесь есть, желтый даст контраст, а это просто даст эффект выделения. Мы нарезаем сами. Для уничтожения специально. Это рюкзак, который для резки фотографий. Есть советский старый волшебный бумага, утилизируют. У нас такого нету. Это отдельная покупать, а у нас рюкзак самый дешевый, самый простой. Просто для резки корреспонденции там, А4 формат режет, А5 формат режет. Ну и есть линейка, где можно разные ширины полоски еще дальше. Так. Техника квиллинг, да, основывается на том, что мы полоску скручиваем. У нее и название такое от слова квилл, и окончание инг, означающее действие, что мы крутим на перо. Да? Но мы без пера. Сейчас есть специальные приспособления, которыми можно крутить, но с детьми я, как правило, всегда кручу так, руками, даже без зубочистки. Да? То есть мы учимся именно ощущать свои пальцы, чтобы вот нажим, давление. Первое, что делаем, у кого есть ногти, мы значит, немножко ногтями как ножницами закругляем элемент. Да? Потом край полоски подгибаем прям миллиметр где-то должен подгиб получиться. Маленький миллиметровый подгиб. Это очень все
Такая маленькая запятая. Да, вот. Потому что вот именно на этот Можно я попробую сфотографировать эту заусеницу на синем фоне, она будет видна. То есть вот такая маленькая заусеница. Теперь мы эту заусеницу начинаем катить по нашей полоске. Большим пальцем катим по полоске. Полоска лежит на указательном пальце, а большим пальцем мы катим. Ну, а дальше чуть-чуть подкатили, чтобы вот зафиксировался кружочек. Есть специальный инструмент, который катит. И закручиваем дальше. Можно покатить, то есть одной рукой. И потом закручиваем. Да, а потом крутим, тут уже используем две руки. Получается, на одной руке у нас полоска лежит либо на указательном, либо на среднем пальце, и большим пальцем мы полоску, этот кружочек наш катим. А второй рукой, указательным и большим пальцем, мы потом этот рулик отодвигаем. И снова большим катим, снова отодвигаем, снова катим. В принципе, кто левша, принцип тот же самый. Разворачиваем просто это все. И также это все делаем левой рукой. Ногти не нужны. Не нужны. Да я юристу, когда работаешь, вообще не поработаешь. Сейчас дети с такими ногтями ходят, что как они вообще при этом они В крутят. телефоне умудряются. Да. Ну и тут что получается? Если мы ощущаем нажим, да, пальцы свои, то она у нас катится. А если мы не ощущаем, ну, многие людей как бы они сильно сжимают напряжение такое в руке. И вот мы потихонечку как бы расслабляем руку, чтобы она спокойно катилась. И первый кружочек, да, он получается медленно. Они пытаются вот так вот ворочать. Я говорю, тебе кажется, что сейчас быстро, а то медленно. Я говорю, ты сначала вот это вот медленно поделай, а потом ты уже сможешь разговаривать с кем-нибудь и крутить головой, и при этом, да, у тебя руки сами будут все это заворачивать. Практически как вязание. Да. Пока кружочек. Так это должны склеить, да? Да, теперь все это мы делаем клеем ПВА, зубочисткой. Небольшую точку клея берем. Клея много брать не надо, клей, в принципе, хорошо все склеивает. Даже если мы много клея берем, хуже, потому что бумага себя влагу, которая есть в ПВА, впитывает воду, и потом не клеится. Если мы сразу подклеили, у нас такой плотный кружочек будет остается. Вот здесь вот на этой открытке получается из цельной полоски, из половины полоски, из третьей полоски. То есть полоски можно на части разрезать и разные получать комбинации. Еще вариант, можно полоску сразу разрезать, обе полоски, и склеить их в цвет, два цвета вместе. И потом накручивать, тогда внутри один цвет будет, снаружи другой. Добавим середину. Главное накрутить эти шарики. Да. Сейчас задача накрутить эти шарики. Я на зубочистку. Клеить последнюю минуту. Значит, пока только скручиваем, а потом, как вот в предыдущем мастер-классе, мы проверяем, как их расположить, и только потом будем клеить. Поэтому сначала скрутить все. Да, крутим просто случайным порядком, можно даже пока на киосочку класть. Иногда получается, что так ложите, а в конце... Она сама и сложилась. Да. Без того, что мы даже как-то думали, просто чутье. Скажем так, захотелось, и вот это сложилось очень красиво. Сначала мы будем потом дорисовывать, да? А потом уже в конце графика. Двухцветный, когда варианты, получается эффект свечения, потому что если внешний
темный, а внутри светлый. Я бы вам показала бы эту коробочку. С точки зрения методики, храните материалы. Я бы просто показала, как можно с собой, в общем-то, носить. Потому что контейнер. Да. Удобно. Да. Я думаю, как раз проверим, выдержит, не выдержит. Покажите, потому что я думаю, люди посмотрят, потому что это контейнер, это Начинает закручиваться. Вот так выглядит этот инструмент. Расщепила я зубочистку, и вот теперь я на нее накручиваю, она не скручивается. Вот она пойдет очень быстро. Кончик острый я обрезала. Смотрите, контейнер такой. Он пластиковый трассе есть эти контейнеры. Смотрите, во-первых, коробочка инструмент, степлер. Сюда же можно положить вот заготовки. Здесь может быть и скотч, и бумага, и весь инструментарий, который мы сейчас на мастер-классе привезли, он может войти в этот контейнер. То есть, коллеги, вот это очень удобно. Он закрывается, имеет ручку. То есть это как сумка-переноска. Я думаю, что вот человека, который занимается и очень часто именно организует, проводит мастер-классы, я думаю, что вот такую коробочку иметь очень полезно. Я подсказываю, Да, представьте, они не недорогие. И вот крышечка сейчас показывает. Правда, крышка надо... Вот она так закрывается, она фиксируется, и ее можно переносить. Как аптечка, она очень удобна. Да? То есть сейчас вот пластики вот, не очень любят, но тем не менее есть вещи удобные, которые позволяют нам хорошо работать. И она еще, главное, что смотрится, она смотрится очень эстетично. То есть она смотрится очень эстетично. То есть когда Я, в принципе, использую коробку из-под обуви. Сейчас она крепкая, она устойчивая. Тоже ношу коробку. Особенно из-под ну это тоже хорошо. Ну вот он просто расщепил. Я срезала острый. Но вынимать сложно. Самый инструмент металлический такой, да, он снимается. Ну, мы, дети у меня тоже там, чуть-чуть уже лучше, это уже потом с опытом. Мы, у меня тоже у детей есть у меня как раз такие, и мы эксперимент проводили, как быстрее получается с руками скрутить или на и результат. Все-таки руки чувствительнее. Да. Вот такой. Вот он. Вот покажите всем, кто не видел. Вот он такой и есть, да. И он, когда он металлический, он снимается легко, а зубочистка, она немножко прихватывает, она как бы притормаживает. Вообще дети охотные это делают? Бывает, что когда различивает. закручивают дети, то начинают вытаскивать, и бывает, что тянет все за собой. Надо придерживать. Но они бывает, что вначале снимают, а потом дальше руками уже закручивают. Ну, потому что самое сложное, на самом деле, Да, вот начало. вначале Собрать первый кружочек, на котором это как раз дает возможность быстро собрать начало. Ну вот, она шершавая, я же ее просто не обрезала. Так, конечно, быстро. Инструмент для клиппинга такой. Вот смотрите, сегодня у нас мастер-классы, которые практически все развивают моторные навыки. Да, то есть мы всегда говорим, что в декоративном, прикладном и художественном творчестве мы в первую очередь развиваем моторные навыки. А ученые у нас говорят, при развитии моторных навыков развивается интеллектуальная сфера, то есть интеллект. И, конечно, любое творчество, оно связано с тем, что у нас формируется, развивается и логическое мышление, мыслительная деятельность, как ни странно. Поэтому мы рекомендуем такие формы работы с детьми, они нужны. И они
И самое главное, что они потом результативны, то есть продуктивны, как мы говорим в последнее время, да, то есть не просто результативны, они продуктивны. Но это очень потом заметно, что когда начинают они, там ломаные такие мягкие все получаются, а потом все лучше, лучше, лучше. И некоторые так на вкус потом ходят наоборот, когда уже открытку делать. Нового года ждут. Давайте лучше открытку поделаем. У меня есть ваша авторская открытка не к Новому году, а к дню рождения. Это уже есть авторская открытка от гимназии искусств по дню рождения. Она сейчас меня очень выручает, потому что когда мне надо мероприятие проводить, я в открытку текст. Можно еще сохранились авторские рисунки, когда я сейчас это только начинала. Ярусные цветы не делают, чтобы подразговаривать. Несколько слоев сверху, слой огромный. Ну, немножко, но сильно этим не увлекайтесь, потому что по времени это долго будет. А вы лично нет, не влияет? Наверное, кто занимается квиллингом в полной мере, он совершенствуется, они делают, по-моему, и многоуровневые вещи. Нет, лучше не клеить. Не торопитесь. Лучше сначала много-много еще Возьмите сделать. вон эту прикрытие и возьмите себе. Вот, кстати, я хотела показать. Если широкой полоски склеивать, то их вот можно боком потом. То есть это не совсем торцевое Если склеивание. противовес ее выкручиваете, она хорошо выпитывается. Если в обратную сторону, хорошо вынимается. Места есть? А сейчас Он заканчивается. До следующей тогда, да? Да. Я не могу сейчас никаких я просто выгружаю информацию. Мне самое главное, мне надо сделать оригинал сертификата с подписями лекторов университета и наших. Сейчас нет ни того, ни другого. После того, как я это сделаю, будет электронная форма, и она, в общем-то, будет готова. И, может быть, я даже выставлю на сайте, вы просто скачайте, и нужный свой файлик себе заправить. То есть тогда это будет быстро, без рассылки по электронной почте. Вот готовые есть сертификаты. Сегодня у нас это получилось. Я вот крутила, но не так получилось. Что у меня то же самое. Это самое, что у меня, смотрите, ну вот то, что вот сейчас нам сказала, что они могут быть неровненькие бывают. Но опять же, если бы вы этим занимались постоянно, вы бы чувствовали качество полоски, качество скрученной вещи. Ну, потому что это крутить даже чуть поплотнее полоску, там уже совсем Сложнее, потому что, а когда вы научитесь чувствовать эти полоски, качество будет каждый раз улучшаться. Сколько надо штучек примерно? Вот, примерно. Тут очень индивидуально, потому что размер елочки у всех разный. Смотрите по принципу. Внизу больше, потом в середине меньше, а вверху совсем Можно мало. добавить двухцветный, красиво большой вот большой, да. Взять внутри розовый вместе, да. И сделать один большой широкий большой круг. все равно быстрее. Чтобы приклеить надо, чтобы Можно я она была такая. Вот тут почему как раз, когда они приклеим, мы еще тоже не крутят, один себе крутит, другой себе, а потом мы смотрим, что лучше поменяться. Кому-то вот этот отдать, а кому-то этот отдать. Комфортно смотреть. Еще сделать розовый. Раньше не подходит, лучше желтый. Желтый хорошо. Вот. И вот эти. Видишь,
Видишь, как красный становится плотно, синий тоже становится плотным, да? А желтый, он будет яркий, он будет создавать очень много ярких цветов. Получается разный цвет, разная форма, да, и это очень сложно воспринимать, и я бы сейчас просто форму как-то. Потому что вот вроде как полоски яркие, да, красивые, когда смотришь их вот так, когда так. А когда вы скручиваете ее в торец, она меняет немножко плотность цвета, становится, он усиливается, и он становится более темным, да. И в результате, вот, когда собирается, кажется, что вроде как не очень ярко. Ну, тем более мы учитываем, что смотри, вот у тебя здесь розовый, тут у тебя желтый. Да, и нужно найти такое, чтобы не выпадало из той семьи, которую ты взял. Самое интересное, серединка получается крупнее, конечно, а внешний круг уже длиннее, да, и он как бы тоньше. А тут можно даже разорвать, потом ты закрутил. Ух ты! Именно вот это сейчас и сказали, что может быть и такое. Как бы что получилось? Вытащила, гирлянду вытащила. Серпантин получился. А если серпантин, смотри, серпантин можно вернуть на место. Конец. Я в одном цвете. Ну, вот когда немного цветов, легче собрать. Да. Когда мало цветов, собрать очень легко. Один цвет собирается вообще легко. Основная масса, допустим, один цвет, и только один контраст. Тогда у вас очень легко соберется. Больше 3 не надо. Больше 3 цветов лучше не брать. 2, 1. А лучше еще, вот как я вот подобрала, Алена, чувствуешь, как они хорошо смотрятся, да? То есть я сделала по принципу полосок, количество полосок. 3, 2, 1. То есть мы уже таким образом гармонично их подбираем. А лучше вообще раскрыть. Раскрыть и такую тоже. Так, наверное, я все звездочку напишу. Да, потому что тут ее надо менять сразу или потом? Получается, звездочки лучше получается взять 2 полоски. Чтобы поменьше у нас 2, даже 3, может быть, полоски, в зависимости от размера, который нужно получить. Я только 4 сформировала. Значит, на вершинке. 4 может быть минус. Или посмотреть потом на вершину. Точечку. Так, получается, для звездочки мы сделали такую длинную полоску. То есть надо несколько полосочек, да, склеить. 2-3. 2-3, да, для звездочек. То есть для более маленькой формы 1 полоски достаточно, для большой формы 2 полоски, а вот для звездочки 3 полоски надо. Ну, потому что тут количество зажимов большое, выше и крупнее. Также начинаем с того, что мы с края подкручиваем. Вот я всегда заставляю вот так вот останавливаться, чтобы внутренний держался сам. Потому что если так не остановиться, то он может пустым потом оказаться. Что вот есть элемент, на который мы накручиваем. И вначале мы крутим плотно. До середины крутим плотно. Ну, уже кружочек.
После середины потихонечку начинаем скрутку ослаблять. Потому что если до конца крутить плотно, то потом сложно будет расправить. Вот так вот у меня кружок лежат. Нам нужно для звездочки получить свободный кружочек. Следующий мастер-класс тут. У нас уже ждет, у нас мастер, да. Вот так, да? Ну, вначале. Я же знаю, что мастер-классы это начинается, вот мы даем час времени, вроде бы мы успеваем. На самом деле, когда мы начинаем делать, Ну мы тут почти как бы, а обзоры можно дома спокойно будет сделать. ну, просто распределять. Не, но мне надо будет, чтобы вы сфотографировали, сказали, что у нас Как хорошо-то, методический день. А у меня понедельник. Но зато и вторник, среда, четверг, пятницу работают с 8 до 5. Ну, до 6. Ну, без меня. Да. Хватит до 20, да? Они просто кабинет мой заняли в этом году, и поэтому Так как выгрузили меня. для звездочек, когда закрутили, потом нужно немножко распустить, чтобы она такая как шашечка. И потом ее Потом посклеить. Никому не буду. Чтобы не отходило. это же вот это... А это вот надо такую ручку мне будет найти, да, чтобы рисовать. Можно, вот у всех есть штрих и можно, тоже хорошо получается, он такой насыщенный белый цвет дает. Даже если вы им просто точечки поставите, уже вот Ну будет это да, это для точечек. А рисовать Давайте я вам доделаю. Звездочки 3 штучки, да? я сразу, ну да, Да, я две с доделаю. половиной очень, 3, наверное, уже много. Мне ничего не надо, мне только вот это. Нет, молодец. Пополам розовый цвет яйца. Так, а розовый кружочек тоже. Розовый, да? Светло-розовый. Лучше открыть. Очень хорошо перестается. Потому что получается плоскость. И хорошо. Можно посмотреть под звездочку, вот что получится? Так, под звездочку такая шашечка. У нас еще идет. Ну, да, может быть, или Ну, иногда и покрутить есть смысл, конечно, чтобы понять, что как это трудоемко, не трудоемко. Опять же, мы говорим, иногда в мастер-класса не обязательно, чтобы увидеть окончательный результат. Достаточно понять принцип работы, разобраться с какими-то приемами. И это бывает уже очень хорошо. Да, самое главное, чтобы вы украсили вот красивым зимним города. Я, конечно, не сделала. Пожалуйста, коллеги, кто уезжает в другой уже, пожалуйста, на сайте комментарии, отзывы и по нашим очным мероприятиям. И в течение 2 месяцев площадка для того, чтобы можно было, в общем-то, свои впечатления от тех материалов, которые опубликованы на сайте конференции, вы как профессионалы, как эксперты, пожалуйста, выставляйте свое мнение. То есть в течение 2 месяцев
конференция идет. То есть ВКонтакте. Это не ВКонтакте, это там, где вы регистрировались. Это понятно. Нет, имеется в виду, что подработали или под мастер-классами, да? Везде, где вы, везде. Можно ВКонтакте, можно на сайте, везде. Спасибо вам. Спасибо. Пишите отзывы, пожалуйста, потому что то, что вы говорите вслух, это не всегда доходит. Нужно, есть смысл написать, чтобы люди видели. Чтобы Весь набор возьмите. к себе набор возьмите и потом уже приглашайте на свои мастер-классы. Я просто посмотрела идею, девочки, если Спасибо большое. Приезжайте и принимайте участие у нас в выставках. занятия. Ну, вы думали, что часто будет. Видите, мы сейчас немножко это будет очень тяжело сгибаться. Надо Посвободнее. посвободнее немножко. Вифлеемскую звездочку. Мне надо тоже уже присоединяться к вам, к участникам. Народ кричать начинает. Сейчас я тоже закончу и сделаю. Тут просто такая медитативная техника получается. Все хотят решать. У нас на всех мастер-классах сегодня идет расслабление. Все так увлеченные, общаются. Ой, Да, релакс, массаж-терапия. После бумажной работы на вас на всех, да? Без компьютера все не выдерживает. хоть какая-то доля немножко праздника, что этого компьютера у нас никуда не уйдет. А? Придумали бегающий будильник, бегающий убегающий. Убегающий. Суперклей, да? Да. Для звездочки нужно взять звездочка, ее ввести, да? На следующий мастер-класс. Давайте. Кто из квиллинга звездочку делает, давайте. Чуть-чуть сюда поближе подвиньтесь. Да, Посмотрим. кто звездочку с квиллинга делать, можете взять. Что? Я забыла, что я не приклеена. Конечно, это очень техника, которая требует внимания и времени. Понятно, что наша задача это показать принцип, но тем не менее, так как это очень интересно, это очень увлекательно, хочется все-таки увидеть результат. Так, дальше мы, получается, взяли для звездочки большой кружочек. Свести можно просто красным маркером. Можно лучше узоры даже делать. Прям нарисовать звездочку и Еще шар. мы зажимаем сначала один раз, как включаем. Вот, потом делаем, держим двумя пальцами и большим пальцем другой руки зажимаем, чтобы получился сначала треугольник, потом треугольник вытянутый. Это как вот если представить, когда вот эти конечные звездочки, там это сначала треугольничек такой, чуть зажимаем, да, фиксируем. А потом уже в этом треугольнике нам как раз нужно аккуратненько выдавить серединку, да. Это двумя руками. Да. Вот в этом случае ноготки очень помогают. Очень помогают. Но если нет ноготков, то значит это нужно потом ставить треугольничек. Держишь? Сейчас пока лучше нажимать, потому что Народ у нас уже начинает убегать на работу.
Владимировна, а что вы сделали? Покажите, пожалуйста. Это, конечно. Покажите, пожалуйста, что вы сделали. Несколько скрутила шариком. Сейчас я сделаю. Нет, я хочу вас просто запечатлеть, что хоть на стадии какой-то работы. Вот так. Все. Что я-то тоже делаю. Уже меня тоже уже подключили к завершению работы. Это тоже открыточка с батиком. Там я тоже объясню, что сам принцип основной. Да, там все готово. Только собрать, да? Да, собрать. А потом уже по самому принципу можно ее там совершенствовать. Тоже собрала. Вот я собрала. Ничего лишнего. Вот я собрала. Ничего не надо, да? Да, красиво очень. Это все Не знаю. И сейчас вот я бы любой, да, вот можно. Да, и дальше мы выбираем, вот у нас есть узоры, и заполняем вот здесь. Это тоже я репетирую, да. Вы репетируйте, пожалуйста, над рукой. Это уже узор, да? Да, тут вот получается вверху лучше поплотнее выделать, потом чуть-чуть вниз можно растворить, и возле надписи тоже поплотнее. Они все пишут, главное сильно не нажимать, чуть-чуть раз. Да. Очень прикольно записать. Я просто не вижу. Я все проверяла. А вот что да. Белая, да, у вас там? Белая, да. Белая смотрится контрастнее. У вас там есть маленький листочек, можете попробовать на нем. Да, на темно-бордовой, золотистая, на синем. Очень хорошо смотрится белое и серебро. До свидания. Приемчики очень простые. На уроках это очень трудно, это не урочка. То есть вы, это очень трудно. Можно просто столбики Тоже хорошо. Рождественская открытка, я уже думала про это, что рождественскую открытку можно сделать. А мне вот такие пиджабы, гирлянды подойдут, нет? Как посмотреть, что там будет нарисовано. Не под это, не кудрявые. Там дети очень любят спиральки. Они очень красивые. И вот проникнут. Нет, красивые. Они простенькие, но они дают очень... Ну, они простенькие, потому что их рисовать очень легко. Он тоже красивый эффект получается, дает. Или можно чуть это поплотнее наставить, можно сейчас вот здесь тоже Так эти можно уже заклеивать, да? Ну лучше сначала заполнить внешний контур. Здесь подходит именно некая ритмическая составляющая. Да, очень красиво получается. Даже просто точечки Вообще я очень люблю такую графическую технику. То есть я сама люблю иногда на очень крупных форумах, когда сидишь, кого-то слушаешь. Вот, да все когда-нибудь у себя в тетрадке блокноте что-то рисовали такое. Поэтому это одна из тех медитативных техник, когда тебе мало того, что успокаивает, а во-вторых, это позволяет слышать и слушать то, что происходит вокруг. Самое парадоксальное в том, что в этом случае воспринимается информация гораздо лучше.
Очень сегодня как-то так насыщенно, и мастер-классы все очень интересные, и понятно, что оторваться от этой работы практически невозможно. Ну, при нашей практике и жизни это нелегко сказать, чтобы такое у нас было. Поэтому, естественно, мы такую радость обычно делаем детям. Согласны? Но для себя иногда находим время. Или коллегам провести мастер-класс и отдохнуть. Так, вот вам, Елена Владимировна, ваша елочка. Спасибо большое. Самое интересное, что приемы для такого оформления самые простейшие. Это зигзаги, точки, запятые. Согласны со мной? Спиральки – это такие формы, которые в нас всегда сидят. Это можно попробовать ручку расписать, если кому-то страшно. Это же можно использовать. Ну, бывает, детям очень иногда страшно, что вот, ну, поэтому лучше чуть-чуть. Ну, в принципе, расписать. если оно не расписывается, Да, конечно, да, лучше, лучше, чтобы вот чтобы ручку у нас. именно это бывает такая проблема, что ее надо немножко. Я покажу. У нас уже заканчивается 4-й мастер-класс. Сейчас мы покажем результат. Результат уже есть. Я думаю, каждый из нас уже подошел к этому результату. И мы, по идее, можем уже показать то, что у нас получилось. Потому что у нас с вами еще открытие выставки у коллег. Нам надо еще туда успеть. В гимназии, да? Да. Там у нас выступают детки как художники, поэтому... У нас там одна уже открылась недавно. Она на нашего отделения. Тоже можно посмотреть фотографии. У нас у Светы Николаевны пока были темы, есть, причем все программы. И вот там мы представили работы, и собрались, там такую коллекцию. И вот там как раз таки различные заполнения графические дети используют. Вот у меня как раз стоят и... Не знаю, что делать, да? Нет, диву дается, что неужели можно ручкой столько всего вот этих придумать. Да, там столько заполнений. Так, ну я не знаю, елочку тоже заполняю. Чуть можно минуту хотя бы соединить вот фонарики. Так, ну, я думаю, что надо нам заканчивать, коллеги, потому что надо поблагодарить у нас нашего мастера, у нас уже остается немного, да? Я думаю, мы сейчас сделаем итоговое фото участников с нашими материалами, с нашими открытками. И благодарим за замечательный мастер-класс. У нас
Светлана Владимировна показала очень много приемов, которые есть смысл запомнить. Я очень рада, что мои коллеги меня поддержали. Ну что, девочки, а с открыточками, пожалуйста, успейте закончить потом. Нам еще надо сделать еще вам. Да, тут можно еще хочется, да. Вы тоже закончили. Мы сделали, у нас получилась тоже открыточка. Уже законченная. Даже когда чуть-чуть. Да, я бы кажется, лишнего много и не надо, да? Чтобы она воздушная. Чтобы она оставалась интересной. Это уже результативно. Так, девушки, пожалуйста, давайте итоговое фото с открытками. Даже если они у вас не завершены, пожалуйста, Стана, можно открыточку подержать? А давайте я вот... Нет, есть готовые открытки. Ну, я могу две взять в руки. Вот ничего, вот такие штучки. Давайте, чтобы я могла вас... Столько удовольствия. Елена Владимировна, Алена Александровна, пожалуйста. Так, открыточки смотрим. Пожалуйста, наш мастер вперед, вот так. Можно я вас фотографирую? Нет, вы у нас участник, поэтому с открыткой вперед. С открыточками. Так, Олечка, давай, успеешь закончить потом. Так, Елена Владимировна, тебя не видно. Так очень тихо. Так, вам стану поближе, поближе, куда-то далеко уходите. Да, и... Место освобождать. Нет, вопрос в том, что не было. Я вас всех увижу, только вот вы улыбнитесь. Вот так, замечательно, да? Ну что, благодарим нашего мастера. Сразу дадим слово. У нас быстренько мы готовим место для нового мастер-класса. У нас на мастер-класс осталось практически 20 минут. Пожалуйста, давайте, пока не убираем ничего, нам это все пригодится. Я думаю, что подождут. И мы сделаем сразу второй мастер-класс, и таким образом мы завершим, собственно, сегодняшний день. А потом вам можем убрать после. Да, все, что есть. Да. Все, что есть, потом разберемся. Она у нас вообще ничего делает. Достаточно, да? Сделаю копию, хорошо? Соединяйтесь. Вот это можно сделать копию. Поддержите коллегу, соединяйтесь. Потому что у нас народ начинает на занятия убегать, и поэтому нам нужно, чтобы последний мастер-класс тоже люди поработали. У вас там вот туда садитесь поближе. Поближе садитесь. У нас осталось не так много времени, поэтому я думаю, что мы очень быстро сделаем, да? Да. Так, я представляю, у нас последний мастер-класс, к сожалению, осталось очень мало времени, но тем не менее, Попова Инна Модестовна нам подает еще одну открыточку, и я думаю, что мы с вами очень оперативно, ну, не знаю, сколько времени нам идет. Я думаю, недолго. Сам принцип главное понять. Да. Он очень простой. У нас мастер-классы должны закончиться в 4 часа, я думаю, что мы за это время успеем сделать. Да. Должны. Брать будет? 100% справить. Да. Профессионально стали, да, покажут. Конечно, если вы эти материалы можно дома, вы сделаете очень легко, да, у себя на работе. Значит, Не, через 20 минут. я хотела вам показать вот такие у нас есть замечательные открыточки. Это называется «Открытка панно в технике батики», да, мастер-класс. Есть на сайте конспект, вот, да. То есть используем тоже картон, используем мы не просто батик, да. Все начиналось с того, что я сама делала открыточки маленькие к Новому году, к ярмаркам, рисовала маленькие батики, отправляла в такие мини-паспорту, и потом наклеила на основу. Потом лаборант подхватил нашу эту идею, вот, да, и получилось так, что у нас очень много бывает, я преподаю батик, много обрезков, много таких вещей, которые не идут на выставки, это упражнения, сначала пока не практикуются в горячем, в холодном батике, или работы неудавшиеся бывают, да, которые переделаны. И вот мы пытаемся их тоже кадрировать и использовать вот в таких вот открыточках. Вот.
потом стали увеличиваться по размеру, да, они приобрели разный формат, разные размеры. И даже вот потом у нас появились побольше открыточки. Это у нас уже Артем потихонечку, у нас такой есть лаборант, да, он потихонечку этим занимается. И потом уже даже появились, я не принесла у нас в виде адресатов, большие клейные открытки бывают, да? У меня такой есть. Да, а еще он, да, вот, посмотрел, как делается конверт, да, для денежек. Вот, потому что у нас, особенно администрация, любит такие вот презенты, не стандартные, да, не обычные открытки с магазина, а чтобы это были такие авторские, фирменные наши вот открыточки. Вот, для денежной суммы какой-то. Вот можете посмотреть. И тут, в принципе, очень просто это собрать, такую открытку. Что для этого нужно? Для этого нужно, вот, да? Значит, вот он нам приготовил, Артем тоже нам приготовил такие вот открыточки, наверное. Вот, я могу распределить. Там просто он где-то серая сторона, где-то белая сторона. Да? И он уже сразу подготовили уже вот такие вот маленькие паспорту, окошечки, да, можно выбрать для себя. Но, как вы заметили, вот смотрите, вот если посмотреть на открыточку, да, вот еще можно добавить такой декоративный элемент, как окантовочка, да, но это уже тоже на вкус того, на вкус автора, кто ее делает. Вот еще, кстати, эти окошечки могут быть различного тоже, да, силуэта. Вот мы тут уже тоже экспериментируем, вертикальные окошечки, горизонтальное окошечко. И вот, например, уже тройное окошечко может быть, да. Можно вообще в виде окошка сделать, да, какое у нас окно бывает. Там уже дети начинают, ну, дети где-то с класса 7-го, которые уже уверенно держат резак в руках, да, которые не используют картон, потому что картон сейчас вещь, конечно. Но картон у нас в основном остается после паспорту. Да, паспорту остатки бывают. Как это делается, это каемочка. Тут только у нас без каемки будет. А вообще, вот эта каемочка делается следующим образом. Подбирается такой же по формату картон, по цвету вы там смотрите, какой вам, что предлагали, да, мы захотим сделать какую-то открыточку. Вот, например, желтое у меня окошечко, к нему я могу подобрать любой картон по цвету, да. Вот. Ну и там смотрим с батиком, с нашим кусочком. Вырезается такого же формата картонка, да, приклеивается по периметру. Конечно, лучше все под пресс класть, да, она немножко возьмет хорошенечко клей момент, а потом на сантиметра 2-3 мы аккуратненько вырезаем чуть поменьше окошечко. То, что вы сейчас делали вот с иголочками. Да. Вот, а потом уже мы выбираем кусочек ткани, я вам сейчас тоже предоставлю. Да. Тут вот уже такой творческий процесс, в чем он заключается. Тут подобрать по цвету. Как этот кусочек закомпоновать. Повертеть его можно, по диагонали рисунок взять, да, вот это можно, вот как-то вот так можно взять, да, по диагонали. А лучше сразу на два окошечка. Да. Если очень аккуратно поработать, то, конечно, можно и собрать два разных кусочка. Но тут именно вот трудность заключается в том, чтобы наклеить два кусочка разных, да. Но чаще мы берем один кусочек, повертеть его можно. Вот так вот. А пока без открытки можно просто кусочек ткани, как открытку отложить, вот этой болваночкой. Давайте вот так, да, может быть, по диагонали можно. В принципе, хорошо, когда на контрасте смотрится. Хотя, если вы гамму собираете, то можно, ну, немножко холодный надо фон. Вот эту надо взять холодную. Вот эту попробовать. Или голубенькую. Или голубенькую вот эту. Вот тут
розовый явно не подходит. Вот это подходит, видите, вот как они хорошо смотрятся. То есть сразу. И вот, а это еще выше, это получается какая? Нет, ну это розовый немножко очень. Ну там розовый, конечно, если к нему подобрать какой-то галстук, да? Вот вы приложили вот это окошечко на ткань, да? И потом вопрос, как вырезать. Мы обычно аккуратненько или вот это Вот сюда, чтобы вас видели. провод карандашиком немножко себе вот помогаем, обводим уголочки, да, 4 уголочка. Конечно. Здесь не очень хорошо. Сейчас. Хорошо, если Получился шапочка. Мне кажется, можно по диагонали. Немножко сместить. Да, уже интересно. Они сделают. Очень любят у нас, например, именно абстрактные получаются рисунки, да, не сюжетные. Вот это очень хорошо. Цветновые. И вот еще. Нет, то есть потом А потом мы, да, вот, обозначим уголочки, и можно даже, если для более точной там аккуратности, да, очертить на миллиметров 5, да, больше. То есть вот эти внутренние можно обводить. Вы можете только вот 4 уголочка, потому что мы полностью А внутренний уголочки вот эти? То есть, не-не-не, вот именно вот эти. Вот эти. 4 уголочка. Пока тут можно отложить вообще. Вы можете себе отметить уголочек, а потом уже мы убираем заготовочку. Из припуска 5 миллиметров можно очертить, а можно на глаз, да? Можно уголочек просто, да? Обрезать. То есть полностью не надо, да? Можете полностью, только очень аккуратно. То есть по уголкам лучше срезать, правильно? Нет, надо отступить, чтобы чуть-чуть еще было 5 миллиметров кромочка. Подальше от Да. Чтобы мы ее приклеили. Принцип о том, что я сейчас только что сказала, система экологичности, то есть ничего не пропадает. Да. То есть когда сохраняются вот эти лоскуты, жалко выкидывать, они сами по себе очень красивые. И когда они уходят в еще один продукт, очень творческий, вот эту открытку, то есть, по сути дела, у нас ничего не уходит, ничего не... У нас даже бывают совсем маленькие открыточки делают. Самый главный праздник. Тоже Рождество, Христос. Можно вырезать, да? Вот тут закрыла. Что-то еще есть полка. Христос рождается. Пока еще теперь мы берем, чтобы создать наш любимый перемен. Давайте мы берем, переворачиваем, можно прямо капельками на ткань. Все. А теперь карандаш. Если можно показать, как это делается на экран. На экран. Да, потому что сейчас у нас идет мастер-класс здесь. Хочется, чтобы зрители наши увидели, что происходит и как это делать. Как это делать? Смотрите, вырезали вы ваш лоскуточек, да? И потом переворачиваете с обратной стороны. Нет, надо больше на 5 миллиметров, чем окошко с каждой стороны, да? Вот. Ну или миллиметра 3, ну до 5 миллиметров. То есть потом вы делаете внутреннее, а потом чуть больше вырезаете, да, чтобы подклеить. Нет, это очень... Нет, вы вот это вот окошко внутреннее очертили, вот это вот, и там больше на 5 миллиметров. Вот как мы работу подклеим к паспорту, да?
А потом по периметру, посмотрите, вот этого окошка, мы капельки клея момента, а потом просто приклеиваем к вашему лоскуточку. И прижимаем. На картон, да? Для нас Просто линию проводите. Все очень. Все элементарно. Когда начинаешь, дайте, боже мой. Сейчас уже картинка, да? И пока мы не приклеиваем ее к открыточке. Так, все. Надо делать. А ткань приклеена. Да, мы с обратной стороны точечкой. Закрыла глаза. Давайте снова откроем. Пленочки, да? Сейчас мы вам учим, как оформлять работы на выставку. Это, в общем-то, идет принцип оформления наших работ, когда мы оформляем акварель, оформляем графику на выставку. Мы точно так же делаем. Мы делаем паспорту большего размера, так ведь? Аккуратненько присоединяем работу, а потом одеваем рамочку, и у нас получается замечательная работа. Тут паспорту даже может быть просто более объемная. И больше много цветов. Можно в 3 цвета сделать паспорту, да, желтый, зелененький, может быть еще голубенький цвет, да, много может быть окантовочек. Тут уже... Ну, это хорошо. Сейчас у нас большая часть профессионалов ушла, они все пошли работать, а сейчас у нас присутствуют наши коллеги-методисты, которые, собственно, этим занимаются от случая к случаю. Но с радостью. Но с радостью. Занимаемся рукоделием. Но я говорю от случая к случаю, потому что... Так, ну вот мы приклеили, да, с вами, вот можно у нас приклеена ткань, да, к вашему окошечку. Так, и пока мы оставляем тоже в покое вот эту вот нашу болваночку, да, пока не приклеиваем, уже приклеиваете, но мы сначала, можно сначала приклеить, но мы сначала используем декорирование, применяем, потому что бывает, что лучше сразу сначала декорировать. Используем мы для декорирования, как вы заметили, да, на ткани, специальные декоративные контуры. У нас есть такие контуры, они продаются в художественных магазинах. Вот такие вот разноцветные бывают контуры. Они, да, по ткани, по керамике, они различные есть. Мы берем для ткани, потому что для керамики они более объемные. Вот, бывают они с блестками, бывают перламутровые, бывают без перламутра. Да? Тут какие у меня сейчас есть. Любые здесь подойдут, да? Золотой очень часто используют. Да? Золотой очень красиво, да, делают, да. Если у вас красная гамма, можно взять красный. Если у вас синий, можно синий взять. Можно контрастный, к синему желтый взять, или золотистый, или серебристый цвет. Можно попробовать тоже сначала на кусочке картона. Найдется, да? Вот здесь. Да, картонка. Попробовать рисунок какой-то. Тут можно либо подчеркнуть уже рисунок на ткани, да, его доработать, а можно поверх вообще сколько свой рисунок наносить. То есть нужно на ткани или на бумаге? Тут можно использовать и на ткани, и на бумаге. Вот, например, здесь только на ткани. Можно использовать линии, точки, да? А вот, например, вот здесь у нас есть работа. Пожалуйста, красную, очень бережливые. А вы готовы думать? Здесь продолжается задачи по паспорту. Да? То есть можно продолжить.
Можно орнамент? Нету контура. Просто линия нужно вести, немножко прижимать. Сейчас я подойду. Дело в том, что это контур рисующий. Мы не рисуем по работе, мы рисуем по нашему паспорту. И мы создаем эффект вот контура от одного края. Да? А по картонке нет, да? По картонке тоже можно. Мы такие немножко абстрактными линиями делаем, да? Нажимать надо, да? Вот раз здесь пошли. Слегка, не сильно. Здесь вообще не рисуем. Нет, конечно, зачем? Мы рисуем на такой открыточке. Нет, ну иногда вот у нас... Иногда, но бывает. Но я думаю, что в самом деле лучше делать вот внутри открытки. Вот любые такие вот полоски. И получается что? Ну, что напоминает вам сейчас то, что я вам нарисовала? Космос. Ну, а у вас тема как раз идет космоса, так? И прямо вот получается, что у нас как бы солнышко, да, здесь идет. Ну там можно по паспорту и какой-то элемент один внутри самой открытки, да? Да. Подчеркнуть. Плохо, да. А вы же не вот видите, получается такой космос. Да? Можно еще написать. Немножко прижимать, линия ложится. Внутри можно, но не нужно. Нет, можно, потому что сама работа уже имеет декор, который сложно, можно декор. Кстати, только сделать не влиять, хотя, может быть, какие-то отдельные точки можно пустить для яркости. Да. Тут еще иногда используем, когда к Новому году готовимся, гель с блестками. Даже такие пластиковые кабинки, да, кубика. Тут главное не размазать рукой, пока она не высохла. Аккуратно, да, получилось очень аккуратно и без... Ну вот поэтому после клеите, потому что забывают на открытку использованную. Ну, почему мы расписываем вот этими контурами до приклеивания к этой основе? Да? До. Потому что она высохла. Подсохла хорошенечко, да, потом бывает, что если рисуешь уже приклеенной, начинает вести иногда рамочку, отставать немножко, да, такого формы. Ну, принцип, собственно, девочки, я так понимаю, он понятен, да? Я думаю, что у нас 5 минут на завершение. Мы, наверное, поблагодарим Ирину Модестовну, да? И вот сейчас буквально останется несколько минут, сейчас подойдут у нас нашу трансляцию, скорее всего, выключат, и я должна просто подвести итоги сегодняшнего нашего мероприятия. Сегодня у нас прошло 5 мастер-классов, я думаю, что в рамках трансляции вы все эти мастер-классы увидели. Результаты мастер-классов можно посмотреть в группе ВКонтакте конференции. Там выложены фотографии и, собственно, сами работы. И я думаю, что мы должны вот сейчас поблагодарить наших преподавателей гимназии искусств за то, что мы получили истинное удовольствие, за вот то, что так много мы за эти дни, за эти мастер-классы узнали. Спасибо вам большое, девочки, и вам успехов, здоровья и дальнейших творческих успехов. То есть ничего не выкидывайте, все в хозяйстве пригодится. То есть мы все собираем, и вот это то, что мы собираем, оно все идет в дело. Приносит радость людям, приносит радость нам. Можно показать вот такие открыточки, вот они их много. Я думаю, нам потом должно подсохнуть, да? Даже потом высохло. Потом уже клеем, да. Потом бывает неровности, подрезаем язычком аккуратненько. После полного высыхания этой вашей вот картинки, да, с батиком, с паспорту, когда полностью высохнет, потом мы подклеиваем уже к основе. И лучше, конечно, под пресс. Ну, хотя бы несколько книжек положить, чтобы она хорошо там прихватилась. Лучше даже вот здесь. Она у вас высохнет?
Ну, а я так ее наложу? Вы не можете приезжать, потому что вас еще не подсыпали в сумку. Любую, да? У вас есть какая-то мастер-класс. И, коллеги, очень приятно, что, подводя итоги вчерашних и сегодняшних мероприятий, мне хочется сказать, что работа на конференции продолжается, и в течение 2 месяцев любой из участников, который зарегистрировался на сайте конференции, может посмотреть материалы, оставить отзывы, дать рекомендации, дать свою экспертную оценку тем материалам, которые представлены на конференции. И самый важный вопрос, который мне задают почти все участники: будут ли сертификаты? Сертификаты будут для всех, кто зарегистрировался на сайте, но немножко попозже. Просто тут с белым у нас проблема, мы купили 2 контура, они, видимо, то ли заморожены, прямо вот с водой будут делать. Да, у меня красиво. А вы как проверить, потому что это может быть золотые шпарочки сделать, да? Золотистые. И желтые уже все можно пару капель сделать золотистые. Я попробую. Да, немножко желтенького добавить. Спасибо большое. Спасибо большое. А вы как в дополнительном образовании что в доп. Образовании, не в основной школе. Я испортила. Тоже я нарисовала дома. Это когда я поспешила.